Привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня вы попали на один из таких стримов. Напоминаю, что самое первое, на канале ежедневно какие-то там обзоры, и в основном это телефоны, умные часы, либо наушники. То есть это моя спецификация, я делаю обзоры, получается, уже в течение 5 лет. Если брать смарты, конкретно я делаю на них уже 2 года, но я делаю на все. То есть мне не важно, это Narza 50i, я покупаю его, не важно K50 Ultra, на который еще не был обзор, Realme GT Neo 3T, который я купил, на него будет обзор завтра, и все остальное. Кстати, его подождите все-таки, если вы еще не решились, что купить. На канале есть уже, если вы откроете описание к данному стриму. Понятно, там канал со скидками. Самое важное, откуда вы должны брать цены, это канал со скидками. Сегодня я туда накидал уже. Ценников не по максимуму. Самое жирное по хэштегу сейл вы можете посмотреть. Сегодняшние, вчерашние посты еще будут завтра до 1 числа. 1 числа, разумеется, тоже будут свежие какие-то ценники. Пишите, как звук. Очень многие жаловались в прошлый раз, что звук не особо, но это не студия, то есть сейчас у меня походный вариант, поэтому терпим. Надеюсь, что все тихо. Следующий момент. Кому не жалко, ставим лайк. Огромное спасибо всем, кто пришел. Если 1000 лайков наберем, этот стрим мы оставим. Вчерашний стрим, который мы проводили по беспроводным наушникам, напоминаю, там было топ-100 наушников, набрал 1500 лайков. Огромное спасибо всем, кто смотрит. Самое важное, что я хочу сказать сегодня, думайте, что вы хотите приобрести. Все 50 смартов, что у меня будет сегодня на топе, это крутые вещи. Еще раз повторяюсь, что вы можете посмотреть, чтобы мы с вами говорили на одном языке. Вот эту вот запись в сообществе, потому что в описании не поместится весь перечень смартфонов, перечень, разумеется, обзоров на них. Самое ценное на канале — это раз наша встреча, разумеется. Второе по ценности — это 2 телеги. Первая — это болталка, вы можете увидеть, опять же, первая ссылка. И вторая — канал со скидками, там уже почти 75 тысяч человек. Вот, сегодня мы пришли с вами делиться мнением. Вы хотите услышать же мое мнение, человека, который год обозревает смартфоны, и когда кто-то говорит: Саня, ну ты же не ходишь год с каким-то смартом. Друзья, давайте будем откровенны. Когда люди выгружают «я хожу со смартом» 100 обзоров в год, логично, что со смартом человек ходит максимум 2 дня. Я же со смартфонами, вот без выделывания, это месяц с копейками. Вот с этим делом я ходил, не знаю, 2 месяца. Narza я до сих пор не сделал обзор. Это я уже мучаю месяц. Понятно, что у меня их несколько, но вот как у блогера, допустим, у меня спрашивают, у меня 2 основных смартфона, iPhone 13 Pro Max и Poco F3, мракобесный. Но помимо этого у меня еще минимум 2-3 лежат в сумочке, и я их постоянно тестирую. То есть я не знаю ваше мнение, смотрите сами, как что тестировать. Я тестирую по одним и тем же лекалам. PC-марки, 3D-марки, игры, еще что-то. Ну, в конце концов, когда у меня будет сейчас нормальный интернет через 2 недели, я также буду продолжать гонять смарты. Где? Правильно, в Твиче. То есть, если вы хотите увидеть, как работают микрофоны, камеры в реальном времени, как одновременно с линией в гигабит и хорошим Wi-Fi может сам по себе смартфон отрабатывать. Напоминаю, самые оптимизированные это 2. OnePlus Ace Racing Edition и OnePlus Ace были. Вот. Можете посмотреть там. Записи с Твича я оставляю на лайв-канале. Ну а теперь перейдем к топу. Здесь все довольно просто. Первые, во всяком случае, 10 мест. Оно начинается с 10-го. Список. Почему? Потому что у меня сегодня был топ-10 смартфонов до 50 тысяч, точнее не до 50, а по моему мнению самых топовых. Если брать пиксели, почему они не вошли вообще ни в какие мои топы? Друзья, это самые мракобесные смарты, начну с негативного. Если брать третий эшелон, Axon, ZTE, я не буду своим пользователям, зрителям, либо еще кому-то, друзьям советовать бренды третьего эшелона. Пусть они там супер хорошо расписаны. Специально первым местом у меня стоит 10-е место. Это Motorola. Это самое мрачное из того, что будет в топе, с одной стороны. С другой стороны, это вот как все любят, супер топовое железо за очень низкий ценник. Чем мне запомнилась Motorola? Тем, что первое, я ее очень долго тестировал. Я тестировал эту бедную мото в течение... Это X30 Pro, к слову, а не X30. Открывайте. Вам проще всего ссылки открывать, допустим, 50-ю покупать на Али. Опять же, если вы хотите на Алишке успеть
купить что-то быстро, вкусно, и вы уверены, что вот этот ценник лоялен, вот сейчас это не лучшие ссылки, вот сейчас то, что вы видите, это вот что есть, то есть, что у меня под обзорами было, потому что в телеге я скидываю лучшие, я не думаю, что Moto X30 будет дешевле 40, если они не опустят курс, ну, может быть, 39-38. В чем особенность с 10 места начинаю, потому что интереснее будет потом с 11. 10 место с 1 по 10 был топ. Сюда запихали, это был первый смарт на 200 мегапикселей с камерой, сенсором. Вот, здесь Snap 8 плюс Gen 1, и у него лютый роллинг шаттер, когда вы снимаете на фронталку, это просто боль по автономности и очень по многим другим вещам, но у X10 и X30 Pro есть огромный плюс. Первое, у него бенды все, как я помню, несмотря на то, что неважно, глобальная версия, не глобальная. И второй момент, это супер топовое железо, за 40 тысяч вам никто это не предложит. Третий момент, он мне безумно понравился тактильно, физически, без чехла. То есть это тот смартфон, который ты вот кайфуешь. Разумеется, я дал этот смарт, IQO 10 и планшет большой. Нашелся у меня в сдеке, я посылал другому блогеру, узнаете мнение. Опять же, мое мнение, покупать можно, если вы знаете, что такое Moto. Pixel 7 и 7 Pro я купил, отзывов уже прочитал, и я как понял, это еще больше шлакоблок, чем Pixel 6 и 7 Pro, которые вы сегодня не увидите в топе. Обзоры у меня на эти смартфоны есть, я плевался от них еще больше, чем от Moto, потому что это абсолютно наплевательское отношение к пользователю, вставлять свои ужаснейшие процессоры, ужаснейшие экраны и продавать все это дело под брендом Google, они себя позорят. Мы про это забываем. В целом, 10-й девайс это Moto. Вот можете приобретать его, если вы фанат этого бренда. Если нет, то не стоит. В то же время на 9 месте это Asus ROG Phone 6. Все, кто мне писали под этим обзором, и когда я делал обзор на Red Magic, что это нормальный смартфон, нам с вами не по пути. Есть игровые смартфоны Asus, есть игровые смартфоны Black Shark, и, в принципе, есть еще, может быть, ленововские вот эти вот игреки, которые я считаю тоже шлаком, но, опять же, их в топе не будет. Но они хоть как-то имеют право на жизнь. Если вы погуглите, чей Red Magic, понятно, что вы как ребенок можете цветастое, красивое, купить себе большое, пластиковое, трогать его. Но это не хейтерский обзор. В целом, на 9 месте моего топа это ROG Phone 6. Так же, как и в топ-10 сегодня, который я выгрузил на канале. Очень классный игровой смартфон, если вы обратите внимание. Вот смотрите, у меня есть такой ROG Phone 5s. И особенность этих смартов, знаете в чем? Это примерно как с MSFIT-овскими умными часами. То есть вы покупаете какую-то вещь, и вы думаете, что вот я буду заниматься спортом, либо это играть. Вот эта штука очень нравится взрослым мужикам. Очень. Роги, от них просто прутся мужики 50+, вот кого я знаю, и мужики, которые вот просто любят такие а-ля из разряда лопаты. Не знаю, они как-то делают так, что это как из детства 80-е. Вот 80-е прям... От них конец 70-х и 80-е, может быть кусок 90-х. Мне это дело тоже нравится, дико радуется я не могу. Почему? Потому что ROG-фоны, вот допустим по ссылке, он стоит 41, будет стоить ну примерно... 40 тысяч, 6 это дорого. 5s будет около 35, на него обзора еще нет. Напоминаю, что ставим лайк, 1000 лайков наберем. Этот стрим я оставлю. Еще раз, ссылки, это не призыв к действию. Еще раз советую что-то искать через телегу скидок. Вы туда заходите, вбиваете название и смотрите цены. Примерно прикидывая, за какой ценник что продавалось. Потому что у нас в июне-июле был лютый вообще просто, не знаю, ценопад. Потому что у нас был курс 50, мы покупали все через Киви. Кто подписан на канал, помнит. В это время очень многие начали заниматься перепродажей на Авито и флаком, и это хорошо. Поэтому ROG Phone 6 это классный смарт. На Яме я его не видел. К слову, я с Яндекс.Маркета тоже 11 ссылок добавил. На всем остальном... Костя, я с вами согласен. Еще раз напоминаю, канал без мата, хамства, рекламы. Не будем друг друга оскорблять. Мы в первую очередь собрались для того, чтобы разыграть Mi Band 6, 5 штук стандартно, и обсудить смартфоны. Когда я пройдусь по этим 50, я отвечу на ваши вопросы. Джеймс, Борн, Александр, еще раз повторяюсь, ваше дело поставить лайк, если вам не сложно, либо дождаться момента, когда я закончу
эпопею со своими топами, и потом вы будете говорить про свои. 8 место кликаем, плюсик ставим, кому так удобно. Если неудобно, то говорите, что Саня, просто вещай и ничего не говори, куда-то кликать, не кликать, общаться, не общаться. Я пойму. Если плюсик, то продолжаем потихонечку. Если минусик, то ускоряемся. Black Shark 5 Pro. Что это такое? Это Snapdragon 8 Gen 1. Он будет продаваться, вот опять же, видите, барабанная дробь. ROG Phone 6 будет продаваться где-то за 40, а этот будет, мне кажется, что за 37, потому что у него сейчас стоит ценник 38 через день. И, ну, опять же, по ссылке, то есть это, опять же, официалы. Значит, где-то за 37 тысяч. Спасибо большое, Лет. Да, сделаем просто классный стрим из разряда мнение ваше, мое и обсуждение. Чем мне нравятся Black Shark? Они выкатывают, вот, допустим, это топовая их модель, есть еще Black Shark 5. Я никогда не не начинаю рассказывать об оболочке, потому что у меня тогда будут стримы слишком большие. Что ROG Phone, что Black Shark имеют очень-очень классные, конечно же, игровые примочки, но такие примочки имеют практически все смартфоны, даже по 20 тысяч рублей, плюс-минус. Да, там много своих плюсов. У ROG Phone вы можете напрямую его заряжать, минуя аккумулятор, вот такая тема. У Black Shark другой плюс, это в первую очередь ценник, и второе, это Xiaomi-шная экосистема, потому что люди, которые любят Xiaomi, они обычно сидят на этом деле капитально, и у вас будет огромная комьюнити, просто огромная. Если вам нужен игровой смарт, я на вашем месте бы посмотрел на Black Shark и на ROG. Сам бы себе я взял ROG. Но на 8 месте я поставил Black Shark. И это в первую очередь за счет того, что у него есть Black Shark 5, который можно приобрести было по моей памяти за 24, но это мы перейдем к нему потом. Цвет есть белый и черный. Из интересного, разумеется, там море всяких отзывов. У меня уже комментариев под обзором море. Еще раз напоминаю, что на все смартфоны есть расширенные обзоры на канале. То есть это не просто 50 смартов, которые я вам пихаю. Это 50 смартфонов, на которые я делал обзоры в этом году. И мало того, что в этом году, логично, что я делал обзоры на еще большее количество девайсов. И все их я покупал. То есть может быть там парочку, хотя очень сильно вряд ли. Я сообщу вам, если были засланы. То есть я их покупал и потом продавал чаще всего. И по поводу вопросов, еще раз повторяюсь, я отвечать буду на вопросы только после того, как я остановлю вещание. Вы можете писать сейчас что-то по поводу девайсов, которые я вспоминаю, но точно не что лучше и т.д. и т.п. Во-первых, будет 1 ноября стрим. Я обязательно 1 ноября буду вам рассказывать и советовать, чтобы я взял. И, разумеется, будет помимо 1 ноября сегодня вот стрим вот в таком формате. И завтра будет стрим по часам, если сегодня наберем 2000 лайков. 1000 лайков я оставлю этот стрим. Следующий момент. Тыкаем на, получается, 7 место. 7 место это все очень просто. Тоже вы в топе уже видели. Интересное начнется с 11-го. Это Vivo IQ 10 Pro. Дешево его вы не купите. То есть сейчас он висит 55 тысяч на Али. Вы можете зайти, у него 4,7 звезды. Не знаю, за что ему так мало. Это эпичный, дорогой смартфон с проблемой в перспективе с оповещением. Не особо сильно отличающийся внешне от 9 Pro. Но у него классная расцветка. И в каком-то смысле я от него тащусь. Но у него все равно всего 2 шрифта. То есть его сразу минус. Мне в нем нравилось все. Ну, во-первых, фронталка хлам. Это BBK. А во-вторых, шрифт второй был более-менее. Первый в 9. Когда я купил IQ 9 Pro, это было в прошлом году, я такой, да ладно, ну серьезно? И вот 10 Pro они выкатили, хотя, может быть, даже в этом году я тестировал его, но его в топе нет, потому что они практически не отличаются, что 9 Pro, что 10 Pro. И по мне это легкий сюр. Следующее, Oppo Find X5. Так, про него говорить нечего. Snapdragon 8 Gen 1, AMOLED 120 Гц. Самое интересное начнется, когда мы с вами закончим с топами. А с топами мы все равно закончим. 6 место это Oppo Find X5 Pro. И скорее это единственный вариант, когда я подумал о тех, кто живет в ЕС. То есть если вы проживаете не в Российской Федерации, у вас есть глобалка данного смартфона, барабанная дробь, там есть официальная защита от влаги. То есть мало того, что этот флагман из внешки, вот внешка это самый крутой флагман, который я видел. Более крутого, вот, ну, посмотрите, многим он не заходит. Многие такие, я уверен, что что-то подобное будет когда-то там через 50 лет, когда люди в космос, как, не знаю, как мы сейчас в Турцию летать будут.
ну, либо 50 лет. Посмотрим, как будет развиваться событие. Еще раз повторяюсь, канал без мата, хамства и рекламы, поэтому я с розовыми пони понимаю, что мы ближе к тому, чтобы опуститься к недрам Земли, чем улететь в космос. Но все равно. Следующий момент. Если вы хотите себе что-то, не похожее ни на кого, почитайте отзывы на него. Вот на него отзывов тоже более чем. Он будет дешевле, но это больше похоже на сарказм. Почему? Потому что там 8 ген 1, не ген 1, не 8 плюс ген 1, по-моему. И прикол в том еще, что у него китайская версия на Али, а в глобалке он стоит нереальных денег, вообще нереальных. Но мне писало много людей, которые от него прям дико радуются, нереально радуются его внешке. Его носить без чехла — это вот получать такое удовольствие, которое, ну, не получишь вот у меня ни от чего. Ну, это примерно как Motorola кайфово было. Вот то же самое Oppo, наверное, он поцарапается моментально без чехлов, но это прям супер-мега круто. И все, мы закончили с Oppo Find X5 Pro, и тот, кто там пишет, я смотрю с OnePlus 10 Pro и плачу. Ну, с чего вы плачете? Еще раз повторяюсь, вот 5 место, это OnePlus 10 Pro. В чем его плюс? Прямым текстом это цена. То есть на сейле, в телеге скидок я скидывал ссылку, он будет стоить 35 тысяч. И это его суперсила. То есть те деньги, которые я отдавал за него 76, а он будет стоить 35. И по сумме качеств ужасная фронталка, не особо суперская автономность, но классное переключение и еще много всяких маленьких плюсов. Он однозначно минимум на 5 месте. Но опять же, это я говорю про флагманы, и если брать цена-качество именно флагман, вот хочу самый дешевый флагман, и чтобы потом без проблем продать, пожалуйста, 35 тысяч, OnePlus 10 Pro, единственное, это будет не глобалка, это будет китайская версия на глобальной прошивке. Не забываем прожать лайк всем, кто пришел новенький, свеженький, супер богатым китайте Donations, первый раз за 2 стрима вспоминаю. Если брать какие-то другие вопросы, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи. Нас там больше 13 тысяч человек. Описывайте там ТЗ, но я там пользуюсь поиском. То есть я прихожу, чтобы в поисковике вбить девайс, который мне нужен, и читаю по поводу него вот эти вот все перипетии. Либо второй вариант, телеграм-канал скидок, там вообще все очень просто. Также вбиваете модель в поисковике и прослеживаете, какой ценник был. А самое главное, когда она начинала продаваться, потому что обычно старт продаж я тоже в посте освещаю, когда был первый пост. И вы можете прикинуть. Почему? Потому что все-таки смарты желательно покупать максимум годовалой свежести. У вас уже минус год поддержки, понимаете? Это как раз к вопросу, почему завтра вам надо посмотреть на 3T обзор. Не все так просто. Стоит ли брать сразу 2 смартфона? Зависит от вас. Я хожу с 2. То есть мне это необходимо. И следующий момент. Хорошо, OnePlus 10 Pro, я ему столько дифирамбов пел, сколько никакому смартфону не пел. Благополучно его продал, по-моему, за 45. Купил за 75, а теперь он 35. Так. Следующий это Xiaomi 12S Ultra. Это у нас 4 место. То есть мы идем от 10 к 1, и потом пойдем 11, 12 и остальные. В чем его плюс? Ну, это плюс-минус 60 тысяч рублей. Это особенность и минус его основной в том, что у него там были проблемы с запотеванием у многих. Они решаются все так же, как у 12-й линейки, но это неприятное дело. И второе, почему он так низко, простой ответ – погремушка. То есть они, я считаю, не допилили еще до того уровня камеру, чтобы сказать, что у него такой же автофокус, как у первых 3 мест. Они не допилили видеокамеру там до такой степени, чтобы сказать, что у него баланс белого автоматически тоже такой же, как у первых 5 мест. И все. То есть он недостоин по этой причине. Из Xiaomi он лучший. То есть по мне 12S Ultra, если брать по супер всему, то он лучший. Если брать дешево-сердито, флагман, но чуть-чуть хуже, это 12T Pro, он был 38 тысяч, я его не ставил в этот топ. Почему? Потому что у меня его нет на руках, я его не тестировал, и вполне возможно, протестирую его, может быть, еще не скоро, так же, как Pixel 7 и 7 Pro. Я купил их, Карим, они шлакоблочные, сразу спойлер, если 6 и 6 Pro я говорил до того, как они мне придут, что они шлакоблочные, сейчас я говорю сразу,
Вы можете даже смотреть тех, кто любит расхваливать что-то, и даже тех, кто их расхваливал, рассказал, какие они дно. Я не верю, что если шестая версия и 6 Pro была дном, а она была дном, 7,7 Pro, пиксель-фаны по-любому будут, по-любому кто-то будет приобретать. Я купил, мне на обзор надо, я уверен, что я продам. Потому что не все смотрят YouTube, а особенно людям нравится говорить, что я здесь умнее. Это как в споре. Вы спорите с кем-то и кажется, что вы его переубедите. По факту нет. В споре никогда не рождается истина. В споре каждый из двух людей ищет новые контраргументы. Когда они расходятся, они еще больше убеждены, если они оба умные, в правоте своей. И по поводу железок также. Поэтому 12S Ultra, если бы он не был лютой погремушкой, ты его вот так делаешь, и он просто дребезжит хуже, чем 11S Ultra. Ну, Mi 11 Ultra, он в этом смысле прям бесячий. Ты же не погремушку детскую покупаешь, тем более есть свои проблемы. По поводу Pixel 7 и 7 Pro, еще раз повторяюсь, почитайте отзывы. Это самое ужасное творение на данный момент среди флагманов. Количество багов и недостатков у них больше всех. Не только по моему мнению. Дальше. Третье место, это Vivo X80 Pro. По поводу него мне уже написало комментов столько людей, что эгегей. Если вы какой-то фанат андроида, и у вас много денег, и таких я знаю много, либо вы просто фанат андроида, вы, скорее всего, купите третье место, это Vivo X80 Pro. Открываем, я сейчас объясню, в чем дело. И внизу, опять же, ссылки, третье место открыли. И второе сразу открывайте, это у нас Samsung S22 Ultra. Такие, с одной стороны, не похожие друг на друга два аппарата, с другой стороны, кстати, Ультре, вот сейчас я ее открою, у нее ценник сейчас 69, у Vivo X80 Pro ценник 63. Это нереально крутой аппарат, но на глобалке, потому что если вы будете китайский вариант брать, он будет... будут проблемы с оповещениями. Там есть телесуфлер у фронталки, но... Когда человек мне писал, что Саня, нужно менять местами Vivo X80 Pro круче, чем Samsung S22 Ultra, для него у меня одно слово, и оно не матное. Фронталка. То есть все в девайсе должно быть хорошо. Если ты туда запихал эти камеры, фронталка должна быть топовой. У X80 Pro фронталка не топовая. ТЧК. И поэтому он не может танцевать рядом с Samsung S22 Ultra. Плюс для нас с вами смертных S22 Ultra сейчас, что самое смешное, будет выходить дешевле, чем X80 Pro в глобалке. И магия, разумеется, лучше брать Samsung на снэпе. Это раз. И два, помимо того, что лучше брать его на снэпе, всегда помним и радуемся, что я, Саня с канала Польза.нет покупал S22 Ultra за 160 тысяч. Это примерно так же, как я, мамкин бизнесмен, купил квадрокоптер, этот бедный Mavic 3, думал сделать обзор и продать, а потом подумал, что если я его еще и вскрою, то я потеряю не 27 тысяч, как я потерял, а 67. В итоге обзор не делал, продал. Вот то же самое у меня было с Ультрой. Но обзоры есть, несмотря на то, что она мне обошлась с копеечку. Я считаю Samsung оверпрайснутым, наглым, вернувшимся потихо в Россию для того, чтобы продавать свои оверпрайснутые девайсы. И люди, которые выходили из салонов связи, покупая этот смарт за 160, плакали, когда видят сейчас этот ценник. На втором месте среди Android-смартфонов, если бы я сейчас выбирал себе Android-смартфон без страха и упрека, и мне надо фронталка основная, игры, стилус и вообще все, это полный фарш. Круче ничего нет, плюс защита от влаги. То есть все, кроме OnePlus 10 Pro, кстати, в топ-7 имеет защиту от влаги. 1000 лайков, если не ошибаюсь. Если да, наберете 1000 лайков, этот стрим я оставлю. Если не набьем, то, скорее всего, я бахну. Набьем 2000 лайков, вполне возможно, завтра будет стрим по часам, что я советую. И завтра будет еще топ часов. А к чему это все? К тому, что второе место и третье, понятно всем кому. Vivo все влюбляются, но объективно говоря, хотя для меня бренд BBK близкий сердцу, хотя никто из BBK со мной не сотрудничает так же, как с Samsung и еще чего-то, вот все это я пропустил через себя,
И все равно они на втором-третьем месте, хотя они безумно дорогие. На первом же месте смартфон, который у меня еще и навернулся во время того, как я его топил. Это единственный смартфон за 5 лет моего блогинга, который реально навернулся от того, что я его топил в воде. Понадобилось отключать аккумулятор и подключать его заново. Это iPhone 14 Pro. Почему первое место? Потому что когда-то, когда я бежал для того, чтобы делать вам обзор, я его купил за 170, за 156 я его умудрился купить. Сейчас его реально купить на Яме за 80 тысяч рублей. В телеге скидок часто выкидываю. Понятно, нужно ловить, понятно, нужно излюбиться, но за 80 тысяч рублей эту съемку с этим автофокусом, с этой фронталкой, этими прямыми гранями и этой экосистемой вы не найдете нигде. У меня планшеты яблоко, и я снимаю в основном на 13 Pro Max. Он стал лучше, хотя многие не видели различий на YouTube конкретно. У него появилась 4К 60 FPS с возможностью, понятно, 30 FPS, с возможностью делать фильмы, киноэффекты. Это все мелочи жизни. Почему? Потому что они пока еще первые. То есть мое мнение, если вы хотите мега крутой девайс, к сожалению, несмотря на Lightning, несмотря на тот ценник, что я его покупал, несмотря на то, что он у меня навернулся, он первый. Но это мой топ. Согласитесь, что не ангажированный. Я не люблю Apple, я не люблю Samsung. Я поругался с BBK, потому что они плохие люди. С Xiaomi я в принципе не дружил. OnePlus это бренд, опять же, BBK. Oppo BBK, Vivo BBK, Black Shark это Xiaomi, ROG Phone это Asus и Motorola это вообще Lenovo, которую я не перевариваю. Никакой ангажированности. 10 смартов это топы. Сейчас идет тоже не хуже смартфоны, потому что вот сейчас еще внимательнее слушайте и смотрите, барабанная дробь. Идут смарты, которые кровью и потом фактически выцыганивал для вас, чтобы сказать, что вот это круто. Это нереально круто, несмотря на то, что я хейтю их процессор. На 11 месте кликнули, это OnePlus 10T на Snap 8 Plus Gen 1. Это смартфон, получается, максимально неангажированный. Почему? Недавно я делал на него обзор, и если брать и говорить, Саня, но 10 Pro был круче чем-то. Это с одной стороны. С другой стороны, у 10 Pro процессор старше. Да, у него есть переключатель. Да, у него есть другие плюсы в экране, допустим. У него много чего интересного, но у него минус год поддержки. У 10T нет этого минус года поддержки. Сергей Кузнецов, в следующий раз у вас будет бан. И несмотря на это, вы ощутили, что в топ-10 его нет. Если вы не сегодня, может быть, не знаю, во время сейла он будет опускаться до 35 тысяч, я бы брал его, а не 10 Pro. Ну вот реально. Потому что это свежак, это новый проц, и все равно все будет лучше. По поводу GT Master Explorer Edition. Вы замечаете, да, что на YouTube я единственный, кто покупает Master Explorer Edition 1 и 2. Во всяком случае, на каналах плюс 100, может быть, я чего-то не знаю. И даю еще другим каналам, чтобы у вас было их другое мнение. Но в топе Master Explorer Edition 2, возможно, будет. Но позже. Давайте так. Дальше. Не забываем прожать лайк. Напоминаю, 1000 лайков, и мы с вами оставим этот стрим потомкам, для того, чтобы мне писали, какой я подлец, и что их смартфон не в топе. Так вот, этот 10T. Обзор, опять же, расширен, там море, вот там 40-минутный обзор с морем примеров съемки. Да, стекло, да, может быть, кому-то кажется это дешево, и у него очень много минусов, но это как с OnePlus 10 Pro их допилят, это раз. А два, OnePlus 10 Pro, напоминаю, он стоит сейчас выше, OnePlus 10T стоит ниже, хотя у него свежее процессор, но он, в принципе, свежак, поэтому он проживет у вас дольше априори. Нажимаем на 12 место с счастливым лицом. Нажали, плюсик написали. Давайте я по кому-нибудь буду ориентироваться. Хоть кто-то будет плюс писать. Что вы услышали 12, можно идти дальше. 12T Pro я не знаю, не тестировал. На 12 месте самый крутой супербюджет. Что я имею в виду? Что имею, то и расскажу. Да? Это OnePlus Ace Racing Edition.
В счастливые времена, если вы откроете опять же ссылку, он продавался за 18 900. Сейчас, к сожалению, несчастливые времена, он стоит 23 тысячи. А я сейчас посмотрю, кстати, на Яме, сколько он. Вот это прям очень интересно, потому что мне кажется, что он сейчас на Яме может быть дешевле. Хотя мне кажется, что даже его, может, и не продают там. Нет, его не продают, есть Ace там только. Так вот, Racing Edition, если вы поймаете до 20 тысяч рублей, знайте, что для игр и одновременного стриминга это самый наикрутейший смартфон. Я ненавижу МТК, я не люблю Dimensity, но МТК Dimensity 8120 единственный, он и Ace обычный, Ace и Ace Racing Edition позволяли мне стримить в Твиче одновременно с игрой в Diablo без лагов. Ну, я не помню, во что играл, по-моему, в Diablo. И это просто волшебные девайсы. Просто вот два нереально оптимизированных девайсов. Как они это сделали, я не знаю. Но насколько он крут, нереально. Но, с другой стороны, опять же, 23 тысячи рублей, я за эти деньги бы что-то другое приобрел. Поэтому 12 место, если они опустят его до 18, то это мега топ. Бегите, покупайте до 20-ки. Но не до того, как увидите завтрашний мой обзор. Потому что завтра будет обзор еще интереснее смартфона. Следующее место, 13-е. Открываем. Плюсик ставим хоть кто-нибудь, чтобы я понял, что кто-нибудь что-нибудь увидел. Плюсики увидели. 13 место. Смартфон Vivo X80 Pro. И большинство, я повторяюсь, большинство, я понимаю, что есть и люди с 40-дюймовыми какими-то профессиональными экранами, не найдут разницы по съемке между Vivo X80 Pro и X80. Он снимает очень круто. У него, конечно, хуже даже физические показатели камеры. Но когда ты снимаешь, допустим, для ТикТока, Твича, Ютьюба или для домашнего использования, этого смарта будет за глаза и за уши. 120 Гц экрана есть, МТК 9000, ну не особо. Я говорю, у меня вот к нему по поводу стабильности были вопросы. И, разумеется, чип V1 вывозит видео и фото прям волшебно. И, разумеется, у меня к нему были вопросы, в первую очередь по оповещениям. Очень много людей жалуются по поводу бренда BBK. Я абсолютно с ними согласен, что ты один раз настраиваешь все оповещения, это я 50 раз за ролик повторю. Китайские версии смартов ты оповещение настроил, все в огне, ты такой счастливый. И после того, как ты такой счастливый и в огне, ты благополучным образом делаешь маленькое расстроенное лицо. Почему? Потому что как только тебе прилетает обновление, у тебя появляется огромная проблема. Основная проблема в том, что тебе заново нужно все настраивать после обновления. Не забываем прожать лайк, друзья, для того, чтобы этот стрим остался, нам надо 1000 лайков. Чтобы завтра я сделал стрим по часам, будет еще топ часов, нам нужно 2000 лайков. Я не думаю, что это проблематично. Видно видео только iPhone. Нет, не только, но к этому мы тоже пришли уже пообщался по поводу этого. Vivo X80 будет стоить в районе 40 тысяч рублей, если вы знаете, что такое Vivo. Если вам не нужны оповещения, мне они не нужны, допустим, я бы на вашем месте ходил бы с ним. Почему? Потому что если у вас нет денег, а у вас должны быть деньги, там в топ-10 у нас Oppo Find X5 Pro, вопрос, что вам нравится. Если у вас нет денег на Vivo X80 Pro, но вы хотите прикоснуться к прекрасному и получить почти такую же съемку, такую же оболочку и почти такие же фото, в телеграм-канале, кстати, Пользаграме, вы можете посмотреть примеры фотографий и видео на все возможные смарты, нас там хотя 1500 человек, давайте поделимся, друзья, вот кому не жалко, я очень прошу, сейчас приостановитесь и сходите, называется «Польза фото». Там только ангажированный народ, то есть люди, которые заряжены на то, чтобы делиться. Если вам нужен какой-то аппарат для фото или видео, добавляйтесь туда, смотрите по хэштегу любой девайс в любых условиях обстановки. Если напишите человеку, который постил это фото, я уверен, что вам скинет не сжатые фотографии видео, хотя они и так есть. Вот, в принципе, там мы примеры с несжатым вариантом тоже скидываем. И барабанная дробь, самое главное в этом всем, вы получите в итоге понимание того, справляется ли с вашими задачами этот девайс или нет. Вот, чаще всего в стоке. А мы переходим с Vivo, к сожалению для нас всех, либо к счастью,
на, получается, 14 место топа, чертовую дюжину мы уже закончили. На 14 месте красуется странный Xiaomi Mi 11 Ultra. Что это такое и с чем это едят? Очень много людей кричало: Саня, это мега топ. Я не согласен. Мне не нравится, что они и как реализовали в этом телефоне. И погремушка, и фото, и видео я не назову супер крутыми. Но за 40 тысяч рублей защита от влаги, бешеная комьюнити, ощущение того, что у тебя смарт с просто очуменной какой-то блямбой, ты можешь ходить, снимать, и все будут думать: ничего себе, не шутя, какой проф. И фактически ты покупаешь смартфон, который когда-то стоил 100-120 тысяч рублей, за 40, я уверен, что во время сейла, может быть, его можно будет, ну вот сейчас указано 40 тысяч, мне кажется, можно будет ухватить за 38, накатить туда глобалку, и спасибо за плюсики, и вы благополучным образом сможете с этим смартфоном танцевать. Не забываем прожать лайк за труды, 1000 лайков, и мы продолжаем банкет, и продолжаем с вами благополучным образом оставляем этот стрим. Так, дальше странно, всегда был подписан, даже сегодня в топе 10 флагманов отписывался вам. А подписка на канал пропала сама по себе. Это вопрос не ко мне, а к YouTube. В целом, Mi 11 Ultra я купил только через год. У него будет поддержка минус, получается, почти 1,5 года, если не 2. Но, еще раз повторяюсь, если вам нужен Xiaomi-шный флагман, welcome, почему нет? Если предполагать, вот как они допиливают, вы увидите, как они могут допилить. Если рассуждать по поводу того, что мир трудмай, жвачка, покемоны, если я покупаю Mi 11 Ultra, что я получу? Керамический корпус вы получите. Еще раз повторяюсь, я купил его за 35 700 на нижнем ценнике. Я думал, мне ничего не пришлют. Мне прислали, я этому безумно рад. Вам очень советую, если вам хочется, еще раз повторяюсь, прикоснуться к прекрасному от Xiaomi, пусть и годовалой давности получить. Это первый ультра-смартфон, первый их флагман. Прошить его на глобалку, фотки, видео делать и радоваться, что у вас меньше, чем за 40 тысяч смартфон с защитой от влаги. Это, еще раз повторяюсь, круто. С кредитной картой на Алике без комиссии оплата, разумеется, без проблем. И переходим мы с... Кстати, почему я его не купил? Я купил Mi 11 обычный. Купил его за, по-моему, 70 тысяч рублей, еле продал за 60. Когда первый раз заряжал, сразу поцарапал вход. Мне очень повезло, я продал его перекупу. И тогда я понял, что 11 Ультра за 100 тысяч я точно не могу и не хочу покупать. И купил его, получается, через год за 37. И кидал, кстати, в пользу скидки, когда покупал. 35, по-моему. 35 700 плюс-минус. Дмитрий Гордиенко, всем огромное спасибо, что ставите плюсики. Теперь понимаю. Переходим к 15 месту нашего топа. Не спешим, рассуждаем. Напоминаю, 1000 раз буду напоминать, на каждый телефон, о котором я сейчас говорю, есть отдельный обзор на канале с примерами фото, видео, входом на него, выходом на него, с комментариями обычно разъяренных пользователей, потому что, когда человек что-то купил, он бежит и пишет: Саня, ты гребаный критик, я тебя ненавижу. Извините за мой французский, надеюсь, но это не мат. Еще раз извините. Так вот, каждый раз, когда вы открываете любой ролик, смотрите описание, если там нет мата, хамства и рекламы, я благополучным образом обязательно оставляю этот комментарий. Плюс там еще идут люди, которые общаются по поводу этого друг с другом. Вы узнаете много, не только в форумах, потому что, еще раз спойлер, я раньше пользовался форумами, и в течение последних 1,5 лет, когда я делаю много обзоров на сотовые, а я на смартфоны сделал уже больше 100 обзоров за этот год. Ну, не за год, наверное, штук 80. И да, количество имеет значение. Почему? Потому что, допустим, бренд BBK оболочка примерно одинаковая, свои секреты. Бренд Xiaomi свои секреты. Флагманы. Когда у тебя 10 флагманов на руках одновременно, вот мне пишут, что Саня, ты зато не можешь видеть какие-то плюсы. А мне не надо видеть плюсы. Я вижу, какой лучше. Вы для этого меня смотрите, для этого пришли на стрим, чтобы узнать мое субъективное мнение. Оно может не совпадать с вашим. У вас могут быть другие критерии оценки. Возможно, вам вообще камеры не нужны никакие. Поэтому мы с барабанной дробью переходим к следующему смартфону. Это Nothing Phone 1. 15 место. Какого лешего я поставил его так высоко и почему? Все очень просто. В первую очередь из-за этого дела.
У него ужасный процессор. Это самый убогий проц за такие деньги. 31 тысячу рублей он будет, 35, по их мнению, он будет стоить на распродаже. В Москве на Яме вы можете посмотреть, ссылка в сообществе. Еще раз повторяю, что во всем сообществе есть ссылки. По-моему, он 31 тысячу рублей, я его сегодня постил. Еще раз повторяюсь, смотрим на Яме, если там выгоднее, почему нет? Потому что на Али лучшая цена будет 35. То есть на Яндекс.Маркете вы можете купить за 31, понятно, надо извращаться там за наличку покупать, но курьер бесплатно, либо доставку в регионы. С другой стороны, на Али будет тоже доставка с HW Mall с Российской Федерации, если из Китая он будет стоить 33, будем надеяться, что будет дешево. Там никакой комплект, там ничего нет, очень большое количество брака, но 15 место за то, что наушники они допилили. Здесь минимальная задержка среди всех ТВС-ок. И я подозреваю, что что-то дельное они из смартфона сделают. Да, это лютый оверпрайс. Но если вы хотите средняк, не опираясь на его стоимость, но все равно она должна быть хоть какой-то адекватной, 30 тысяч рублей для него адекватный ценник. Я это говорил, кстати, и в обзоре. И если еще дешевле, то еще круче. У вас будет необычный смартфон. Еще более необычный для меня, конечно, это Oppo Find X5 Pro. Это, еще раз повторяюсь, из топов, если вы его видите, у вас такое но если вы его не видите, ничего критичного нет. Одновременно говорить и читать — это круто. Петр Ковалев, я не совсем понимаю, о чем вы говорите, потому что сейчас я смотрю на вас и читаю комментарии. А в первую очередь про OnePlus мне бы хотелось, если бы я, кстати, мог работать так с сурдопереводом, по глазам видно, к слову, любого человека, кто сурдопереводом владеет, он все равно они двигаются. OnePlus классный смарт. Под него сразу надо брать чехол, под него сразу надо брать наушники и сразу, разумеется, надо брать зарядку. Следующий момент. Благополучным образом там есть два варианта расцветки. Белый и черный, разумеется, самое интересное — это белый. Отваливаются у кого-то диоды. Камера меня не впечатлила. Меня ничего не впечатлило, кроме попытки сделать что-то новое и космического ценника. Я его захейтил люто. Но еще раз повторяюсь, несмотря на то, что я что-то хейчу, вы видите, потом в топах все это дело всплывает, как только ценник становится адекватней и ПО допиливают. Simply Clever. У меня нет никому либо хорошего супер отношения, либо супер плохого. Всем огромное спасибо, что пришли. Не забываем прожать лайк. Мы переходим благополучным образом потихонечку к 16 месту. Почему? Потому что 15 место мы уже обсудили. Насчет топа 100, как кто-то шутил, почему не топ 100 смартфонов? Я мог делать топ 100, но тогда бы был там шлакоблок после 50 места. Зачем мне рассказывать вам о шлакоблоке, если я могу вам рассказывать о конфетках? Все нажали на 16 место, чтобы улыбнуться. Это один из эпичных фейлов. Почему? Потому что этот смартфон, когда я гонял, когда я заказывал, я даже не знал о том, что у него есть триггеры. Я даже не знал, что эти сенсорные триггеры, внимание, барабанная дробь, работают через чехол. И почему же он так относительно низко? Хотя это флагман, это прям совсем флагман. Если брать самую минимальную стоимость при доставке из Китая, мы, к сожалению, видим только 39 тысяч рублей. Скорее всего, это Snap 8 Gen 1 Plus на 6,7 дюйма на 120 Гц. Это Realme GT Master Explorer Edition 2. Внешне круто. Копия айфона, в моем понимании, если честно, очень многими моментами. Оболочка классная. Все, цвет, блеск, красота. Кроме одной вещи. У него не было глобалки в Realme GT Master Explorer Edition, который нереально круто снимал. Но сейчас очень много смартфонов очень круто снимает. А в Realme GT Master Explorer Edition 2 я тоже подозреваю, что глобалки не будет. Как только она будет, так и поговорим, как только я увижу на него ценник. Потому что... Ну, как бы вам сказать прямым текстом, ну, на него ценника сейчас на глобалку нет. Возможно, вы можете написать плюсик, если вы знаете что-то о глобалке этого смартфона. Я очень надеюсь, что, кстати, все, кто смотрит сегодня стрим, поставят лайк, подпишутся на канал с колоколом и будут следить. У меня, еще раз повторяюсь, ежедневные обзоры. Под сейлы крупные, либо под конец года я делаю много топов. Мои топы отличаются от всех остальных тем, что я кровью и потом покупаю девайс, тестирую его, потом продаю. После этого слежу за ценой, за отзывами, за комментами. Я не просто так ставлю сердечки, нет, это не бот. И после этого уже формулирую вот для вас на стримах все, что я хочу сказать. Скучно ушел в лаб, я очень рад.
лишних быть не должно. Под каждого человека свой контент. Еще раз повторяюсь, канал без мата, хамства и рекламы. Realme GT Master Explorer Edition 2 очень крутой аппарат, особенно в зеленом цвете. Во всех остальных цветах тоже крутой, но насколько он вам понравится, это вопрос. И глобалки у него нет. И от этого танцуем правильно. Оповещение. Поэтому можем благополучным образом закрывать вкладку и искать к 18-му пункту, что вас может порадовать и меня. 18-й пункт. Это супер крутой смартфон. Это iPhone 14, который я разыгрываю 11.11. И его основные минусы — это то, что он моментально царапается, у него классная съемка. В целом аппарат мне зашел, но разница в цене между 14 и 14 Pro по мне минимальна. Он стоит 68 тысяч на Али, будет во время сейла. Отправка из России, будут еще какие-то купоны. Минус 10 тысяч купон сейчас. То есть 63 тысячи. В общем, если вы хотите сидеть на яблоке, то можете покупать, но опять же он будет выглядеть как 13, хотя снимать как 14 Pro практически. Не знаю, как вам сформулировать еще лучше. Смартфон хороший, реально идеальным его не назвать. Есть 14 Pro и есть все остальное, и поэтому мы открываем с вами 18 место топа, и это уже интересный смарт. Почему? Потому что когда-то, чем мне запомнился Xiaomi 11 Lite в прошлом году? Мне он в первую очередь запомнился тем, что когда я его купил, за эти деньги я на него посмотрел, начал на него снимать. И сначала снял, вот, опять шлак там какой-то, потому что смотрел это дело на экране, как он снимает. А потом, когда посмотрел на большом экране, я понял, что это нереально крутой смарт. То есть за эти деньги, как снимает это чудо, хотя оно маленькое, я очень сильно удивился. И вот 12 Lite в этом смысле ничуть не хуже. Если вам нужно что-то простое от Xiaomi, ультра легкое, и он тонкий на 7 мм, у него, разумеется, 173 грамма вес, можете примеры, еще раз повторяюсь, съемки посмотреть у меня в обзоре, ссылка на обзоры, еще раз повторяюсь, будет либо в описании к данному стриму, если вы смотрите его в записи, либо сейчас вы можете открыть еще раз в 1000-й комьюнити, вот там есть в посте последнем ссылки на все обзоры. Вот если вас он заинтересовал, маленький, легкий, простой, в основном женский вариант. Доставка из России, не знаю, будет 1023 стоить. Это будет шик, блеск, красота. Роман Усиков, огромное спасибо, что ставишь плюсик. Я хотя бы ориентируюсь, перешли ли мы к следующему пункту. Еще раз повторяюсь, по поводу того, где, что, как, почему и для чего, Вячеслав, погуглите бренды и модели каких лет конкретно и какие у меня когда были обзоры. Давайте. И я объясню мою позицию. Почему? Потому что, еще раз повторяюсь, любой средняк, даже в топ-1, может выпасть из него со временем, потому что целесообразность в этом смартфоне исчезает. Появляются другие средняки с хорошими ценниками. От этого ваш средняк не становится хуже, просто у него будет меньше поддержка. И вам кажется, что это не важно, потому что вы его уже купили, но люди, которые будут покупать девайс сегодня, и им надо сегодня, допустим, понимать, что им купить, чтобы им хватило на 3-4 года, ваш девайс им хватит уже на 2 года, к слову. Потому что обновления будут только 2 года. Вам его хватит на 3 года, потому что вы купили его, допустим, год назад. Понеслась. 18-й пункт мы закончили обсуждать. Открываем 19-й. Еще раз, 50 роликов, 50 девайсов, 50 ссылок. Не рекомендую по ним. Ориентируюсь сейчас вам, когда открываю, по ценникам, за какие деньги бы я покупал. И самое интересное будет всегда в телеграм-канале скидок. Верхняя ссылка. Буду постить, сегодня постил, буду постить завтра и буду постить 1-го. Ну, разумеется, я всегда постю что-то, но вот из свежака будем работать именно так с вами. По поводу того, что вот сейчас. 19 место это Vivo IQ 10. Он похож на 10 Pro, у него, к сожалению, не такая расцветка. Самый, я считаю, недооцененный девайс на моем канале, потому что IQ это бренд для Китая, его в глобалке не бывает. Создавался он как бренд для того, чтобы делать дешевые игровые крутые смартфоны, потом дорогие крутые игровые смартфоны, и теперь они просто делают крутые смартфоны.
Смотря как смотреть, логично, то есть вам могут они нравиться, вам могут они не нравиться, но в ультрабюджете IQO это просто бомбы. Мы перейдем к ним. Если брать средний бюджет, 40 тысяч, конечно, для десятки это дорого, хотя, опять же, здесь вроде бы и 120 ватт, и Snapdragon 8 Plus Gen 1, но чего-то всегда не хватает. В первую очередь, разумеется, не хватает глобалки, во вторую очередь есть IQO 10 Pro, зачем тогда вам IQO 10, правда, когда разница в 5000 рублей. По колонкам, возможно, я вам буду что-то рассказывать, но ничего за год не поменялось. Anker Motion Plus пока осталось только лучшее. Дмитрий Гордиенко, огромное спасибо, что да, разгоняйте. Еще 200 лайков, и этот стрим у нас останется. Еще 1000, и завтра стрим вы увидите. Про часы и браслеты. Тоже набью топ. И 1 числа приходите, будем делиться, кто чего купил. И чтобы я советовал приобрести за какой-то там ценник. Так. Мы переходим, к сожалению, либо к счастью, к 20 месту. 20 место у нас это Poco M5s. Очень свежий смарт, очень странный смарт, ангажированный смарт. Я его разыгрывал, к слову. И негатива у меня не было, но ничего, как сформулировать. Нигде я не привирал, то есть где-то не договаривал. Не договаривал я, что, конечно же, за эти деньги хотелось бы покруче экранчик, потому что, понятно, 1100 нит, понятно, 409 ppi, понятно, AMOLED Dot Display. А где герцовка? А герцовки-то йокс. Плюс в том, что будет доставка из России, будут купоны, он будет стоить, он уже, кстати, стоит 12 400 рублей, будет стоить 12 тысяч рублей. Если брать что-то из смартфонов, с этими спеками от Xiaomi, которая выглядит вроде бы ничего, за 12 более чем. Если вы где-то найдете, либо я буду постить его за 11 800, цвет блеск. Свежий смарт, дольше поддержка, супер лоу-кост. Елена Лин, спасибо, что поставили плюсик. Теперь я понимаю, что можно перейти к 21 месту. Почему? Потому что Poco M5s за 15 тысяч это дорого. Комплект не комплект, учитывая, что у нас сейчас сейл. А за 12 с доставкой из России, вот написано курьером, по ссылке 2-5 дней в 50 городов. Если сможете разменять его за 11 500, он будет где-нибудь. Бежать, покупать, продавать на Авито. Ну, извините за прямой текст. Не забываем прожать лайк, не забываем подписываться на канал и не забываем потихонечку продвигаться по топам. 21 кликаем, кому не сложно, ставим плюсик, чтобы я начал рассказывать. И объясню вам позицию, почему все так неоднозначно, почему все-таки это 21 место, почему он не 11 и как это понимать. В некоторых топах он у меня был первым. Это Realme GT Neo 3. Он очень крутой, его очень сложно найти дешево на глобалке, и у него даже в китайской версии, разумеется, есть русский язык, есть свои минусы, я его однозначно советую, но если вы откроете по ссылке ценник, то вы слегка, как и я, ужаснетесь. Почему? Потому что самый низкий ценник к самой скромной комплектации на сейле они обещают 20, сейчас скажу, 26 почему-то, 24 800. То есть комплектация 8128, 80 ватт зарядки, 24 800. За эти деньги они пошли бы, они лесом. Почему? Потому что у меня в памяти... Ну, вы помните, да, погуглите в телеге скидок, на сколько тысяч эта штука была дешевле. Он очень крут, если вы его купите за 21 тысячу рублей китайскую версию. Он очень крут, если вы купите глобалку за 23. И у Realme есть смарт, про который сегодня я говорить не буду, завтра будет на него обзор, который из средняков я советую за 20 тысяч рублей. Потому что он свежее, просто свежее. И у него есть свои плюсы, в первую очередь автономность. То есть они обновили Neo 3. Я думаю, вы догадываетесь, о чем я. Завтра я о нем расскажу, а вы дальше сделаете выводы. Поэтому это дело на 21 месте. Если бы я специально сегодня выгрузил это дело, а не 1 числа, про Realme, то вполне возможно... он бы был 11-м, потому что топ-10 не поменяется, это флагманы.
Мы переходим к 21 месту. Спасибо, что кликнули. Плюсик. 22 место, кому не сложно, ставим плюсик, что вы поняли, о чем я. Почему? Потому что это смартфон Realme Q5 Pro. Кто помнит «Безумное лето»? А «Безумное лето» — это когда мы могли оплачивать через Киви по курсу 50. И да, мое осеннее предположение без того, что произошло в моей стране, мы об этом прекрасно знаем, именно осенью курс должен был бы опуститься до 40, теперь он очень сильно вряд ли когда-то вообще опустится. Только если перестанут вообще физическую валюту продавать, мне кажется, он может реально опуститься, допустим, до 40, если физически вы не сможете ее купить. Поэтому Realme Q5 Pro Snapdragon 810 можно было приобрести летом. Это волшебное чудо китайской инженерной мысли за 15 тысяч рублей. И это нереально крутая тема, потому что 870 Snap в этом китайском заточенном под играм смартфоне. Когда-то я покупал Realme Q3 в прошлом году, еще перед прошлой распродажей я рассказывал, что за десятку это просто монстр. Вот это за 15 был монстром. К сожалению, если брать сейчас ценник, 19. Если вы приобретете его за 18, ровно, потолок 18200. 18200 это будет бомба, а не смартфон. За 19600 я бы брал то, что будет 1 ноября, но в целом, если вы его купили, вы молодец, это очень классное приобретение. Поэтому мы переходим, спасибо за плюсик, к 23 месту. Летняя распродажа была просто лютой. А 23 место. Еще одна печаль глаз моих. Почему печаль глаз моих? Ставим плюсик, когда увидели. И ставим лайки. 1000 лайков мы оставляем этот стрим. Завтра повторяем стрим, если будет 2000 лайков. Про часы. Я думаю, про часы и браслеты вам будет тоже интересно, потому что я сделаю отдельный топ про часы, отдельный топ про браслеты. Я думаю, что про браслеты актуально. Хотя они вроде бы похожи, правда? Умар минусик. Это значит, у вас сложности с тем, чтобы кликнуть. Наверное, тогда вам не стоит оставаться на этом канале. Это слишком сложно для вас. Без сарказма и обид. Еще раз повторяю, самые интересные цены. Я вас ориентирую, вы открываете, сейчас вы открыли глобальная версия Poco F4 GT, мобильный телефон, Snap. Там триггеры физические, я думаю, что вы понимаете, что это K50 Gaming Edition, и я на него делал обзор на полгода раньше, потом Poco решила это чуть дешевле продавать, и в итоге какого-то лешего глобалка стоит 38. 38 тысяч, она стоила, эта мобила, 27 тысяч рублей. Я не знаю, какие они купоны, кстати, сюда добавили, 69 рублей купон. То ли лыжи не едут, то ли они уже оборзели. 12256, понятно, верхний ценник в моем понимании это 32 тысячи. Вынь да положь, увольте, классный смартфон для игр. Если бы они еще не копипастили Redmi, а делали свое, так же как и Poco M5s и все остальное. Друзья, Poco, вам не только шильдик надо делать и ПО, правда? Вы должны еще чуть-чуть мозгом и чего-нибудь там допиливать. Умоляю, сделай звук громче. Громче не будет звук, максимум. Я могу чуть-чуть ближе поставить микрофон, и это защита от шума. Всем остальным в основном хватает этого микро. Я этому несказанно рад. К сожалению, здесь нет шумоизоляции, поэтому у меня на Шуре стоит обработка ближний конец. То есть, по идее, я должен говорить вообще в него, но я не буду вас так расстраивать. Ссылки под шапкой же. Ссылки в описании к роликам. Да, 23 пункт мы проработали. Poco F4 GT. Классный смарт. Мне он понравился. Вполне возможно, это неразумно. Так, еще раз повторяюсь. Всем, кто пытается хамить или оставлять оскорбления. Вот, допустим, сегодня написали сейчас некультурно, что я не показываю смарты. 50 смартфонов у меня на студии даже нет. Потому что если вы примерно посчитаете, даже средняя цена смартфона 25 тысяч рублей. Потому что какие-то я покупал по 160, какие-то покупал по 15. И этих смартфонов у меня было за год 100. То есть, ну, по-моему, 89. Округлим до сотни. Это 2,5 миллиона рублей.
Как думаете, сколько я смартфонов оставил? Ну окей, вот допустим у меня на студии есть еще, не знаю, 20. Здесь у меня с собой, в принципе, тоже enough, правда? Но покупать Samsung S22 Ultra и не продавать его, когда ты его купил за 160 тысяч, ну, welcome, если вы знаете таких блогеров. Я хотя бы через телегу их не продаю, как некоторые, правда? Так, стоп. Так, и... И раз, два, три, четыре, пять. Какого-то лешего еще и звук отключился. Все бывает так сказать. Не забываем прожать лайк. Вот 1000 лайков нет. Компу завис. Будем морально готовы, правда? Всем спасибо, кто остался. У меня все идет, фризов нет. Виз звука нет, теперь завис. Сейчас вроде все должно появиться. Раз, два, три, четыре, пять. Плюсик. Плюсик, если все хорошо. Перезагрузите страницу просто и все, если у вас двоится что-то там. Слышите? Эхо двоится. Не должно эхо быть. Вот сейчас попробуйте. Сейчас звук есть. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все, я понял. Нет, не понял. Все, я понял. Есть эхо. Эхо есть или нет? С эхом. Вот сейчас слышно меня? Теперь все окей. Все, наконец. 23 ноутбук просто не выдержал. Сейчас я единственное параметры экрана, точнее аккумулятора выставлю. Режим питания. Все никогда поставил. Нет, это просто повисло, наверное. Так, начнем. Продолжим, точнее. Мы же все-таки еще Mi Band должны разыграть. 23 место мы пролетели. Poco F4 GT, максимум 35 тысяч рублей. Дешевле вообще никак. Не могу вам сказать, что дороже стоит его покупать, потому что он стоил по 28. Все, эхо есть еще и сейчас эхо есть. Эхо есть. Ага, когда я говорил 1, 2, 3, 4, 5, эха не было. Так. 5 секунд.
Раз, два, три, захват входного. Вот, вот сейчас у вас не должно быть эхо. Да фиг с ним, с эхом. Подскажи стабильный смарт с хорошей камерой. iPhone 14 Pro Max. Вот сейчас эхо есть. Дмитрий Рыбаков. Вот сейчас, по идее, должно все было исчезнуть. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, нормально. Good. Дмитрий, большое спасибо. Не знаю, что тут происходит с этим ютубом. Все. Понеслась. Мы закрываем 23-е, ставим плюсик, когда вы смогли перейти к 24-му. Будем чуть-чуть быстрее. Вдруг компьютер навернется. Так, Realme Q5. Это штука, которая чуть-чуть проще, чем Q5 Pro. Ну ладно, не чуть-чуть, а конкретно проще. Но ее магия была в том, что ее можно было приобрести за 10 тысяч рублей. А за 10 тысяч рублей это была просто нереальная бомба. Потому что те спеки, которые они предлагают, это 6,6 дюйма, Snap 695, просто чтобы вы понимали, да? У кого 695 и у этого смартфона чуть ли не за 10 тысяч. Кстати, его реально купить за 12 100 будет. И если за 11,5 вы его сможете приобрести, это будет лучше, чем Poco M5s. Однозначно. Дмитрий, бесценная информация. Я очень люблю, когда люди приходят для того, чтобы их заблокировали. Почему не на лайв-канале, Ган? Потому что хочу здесь. Потому что сегодня, если обратите внимание, у нас уже 517 человек онлайн. Огромное спасибо всем, кто пришел. Не забываем прожать лайк. 1000 лайков, стрим оставляем. Уже почти добили его. Так, поэтому Realme Q5 5G. Супер-мега крутой вариант, но помним, что это не глобалка. Глобальной версии у этого дела нет и не будет. Но русский язык, так как это BBK, там есть. Переходим к следующему смартфону, который ничуть, по большому счету, не хуже. И здесь начались танцы с плясками. Если бы танцы с плясками были адекватны с точки зрения Xiaomi, кликнули, чтобы улыбнуться, я бы поставил их на места повыше. Вот сейчас Xiaomi Redmi Note 11T Pro до 25 тысяч рублей, топ-10 на канале есть. Так вот, Xiaomi Redmi Note 11T Pro. В чем его плюс? Во-первых, они выгрузили с ним очень мастерскую версию, как вы помните, с своим супергероем. Во-вторых, те, в принципе, спеки, которые он в себя вмещает, за ценник на Dimensity 8120, за ценник, который его даже сейчас предлагают, обратите внимание, 18 тысяч рублей. То есть, по большому счету, вы получаете Dimensity на 8120 и очень-очень-очень классный девайс. Единственное, у него будет глобальная прошивка, то есть это не сам глобальный, получается, смарт, это смарт на глобальной прошивке. Но вот этот нейминг Xiaomi Redmi Note 11T Pro, ну они ошалели. А попроще никак. Ну, то есть, могли бы сделать попроще. За 18 даже, что вот сейчас 18 800, шикарный ценник. Если 8128 будет... Да и ладно, этот 8128. Еще раз повторяюсь. Ну, 18. Если вы его найдете за 18, то вообще будет шикарно. Мне кажется, он будет 18, когда будет сейл. И из-за нейминга и того, что мало кто о нем знает, по большому счету, это один из самых выгодных смартфонов, которые есть в данном топе сегодня, не думая о распродаже. После этого идет Realme Q5i. Что это и с чем это едят? Это еще дешевле, это 90 Гц, это 428 в минимальной комплектации, хотя если докинуть каких-то там 700 рублей, вы получаете 6128, 6 гигабайт оперативы, притом на 300 рублей там есть и уже скидка. За этот ценник хороший смарт. Можно искать там на 500 рублей дешевле, если вы на него смотрели, я поддерживаю. Q5i очень классный смартфон ТЧК. Переходим к новому, очень-очень-очень своеобразному, женскому, можно сказать, смарту. Это Xiaomi Civi. Это легкий, тонкий, блестящий, блестючий смарт, который сейчас торгуется за 23 тысячи. И на него ценник сбросили по одной простой причине. Почему? Потому что вышел Global Civi 2. Но не Global, обычный Civi 2.
И если вы обратите внимание, перейдя по ссылке, то какой-нибудь там Chinese Room стоить будет 23 700, а Global 27. Вопрос дня. Может, с английской прошивкой походить, ничего критичного не будет. Civi крутой смарт. Перепрошить возможность теоретическая есть и практическая в принципе. Если брать для женщин, по-моему, девушке, мужчине перепродавал, а он дарил девушке его. Отличный смартфон, женский вариант, классно выглядит. Не вижу ничего плохого, что можно было бы о нем сказать и сказать, что Саня, он того не стоит. Но, опять же, помним, что Civi 2 уже вышел. Особо распыляться по поводу того, что вот, Civi 2 вышел, а почему бы вообще не убрать тогда Civi 1? А нет, за 23 тысячи нет ничего аналогичного. Что ты гонишь, чувак? 11 Pro, 12 плюс брал в парке за 54 в августе в этом году. В каком парке? Еще раз, Василий Пынзарь, мы не строим диалоги. Люди, которые покупают смартфоны за 100-200 тысяч рублей, вы можете покупать за 500 000, вы можете покупать у друга за 300 тысяч. Открывайте ссылку и понимаете, это еще раз. Али в чем плюс? Блогеры его уже не любят, как вы заметили. У них свои причины, мы их опускаем. По поводу... Телефоны создаются, делаются на платформе в Китае для китайских пользователей. Вы можете покупать их в Россию, перекупов в 3 раза дороже, в 5 раз дороже. Никому никто не мешает. Антон, придется вас заблокировать. Еще раз, мы не выражаемся в чате, мы не оскорбляем друг друга. И очень надеюсь, что стрим по часы, возможно, завтра будет, если мы сегодня набьем 1000 лайков, пока не нагнали. И я не дискутирую по поводу тех ценников, которые вы можете себе позволить. Можете за 1 000 000 покупать телефоны. Infinix днище позорное. В топе моем 50 не будет ни Infinix'ов, ни каких-нибудь там ZTE или еще какого-то мракобесия. Слишком много у брендов первого эшелона смартфонов есть из чего выбрать. Давайте не будем. Следующее. То есть мы переходим благополучным образом после Civi к OnePlus Nord N20 SE. Это 28-й пункт. По поводу него просто дикое количество дизов. Очень люди любят накидывать. Но в чем его плюс? Огромнейший. Если вы благополучным образом решите приобрести себе OnePlus выгодно, прям реально выгодно, то OnePlus Nord N20 SE просто великолепным образом вам подойдет. Почему? Потому что за 9 с копейками к OnePlus прикоснуться дешевле, ну уж некуда. Да, это прям супер-мега лоу-кост. Да, вы, может, будете плеваться. Но 9 тысяч, вполне возможно, кстати, 9100 где-то будет. Из аппаратов до 10 тысяч рублей, разумеется, из-за оболочки, вот хотя бы просто прикоснуться, я советую именно его. Однозначно. Переходим сразу быстро к 29-му месту, потому что сейчас меня заклюют те, кому не нравится это бедное, очень дешевое. Хелви, конечно, можно меня называть Саней, потому что Саня меня так и зовут. Или Польза. А как еще? Я вроде отчества не говорил. Олег, я ничего не забываю. Я еще раз повторяюсь. Погуглите, когда был OnePlus 9RT. Мне кажется, все путают год. Нет? Я сейчас советую что-то к распродаже в ноябре. Если позавчера его можно было ухватить за 23 с копейками, 24, за 24 тысячи сейчас есть повеселее аппарата. Если вы не согласны, это ваше право. Хотя, опять же, если вы найдете его дешевле 25, и вы будете понимать для себя, что минус год поддержки, можете приобретать. Это все еще топ до 25 тысяч, окей. Но сейчас топ перед распродажей, сегодняшние цены. Я все очень ясно изъясняю, когда я рассказываю что-то. Там был у меня топ до 25 тысяч рублей на момент, когда августа. Вы на стрим пришли, чтобы я еще раз подтвердил ваше мнение? Black Shark 5 на 29 месте. Почему и от чего? Его недавно продавали по 25 тысяч рублей. Я сейчас смотрю на ценник и тихо ощумеваю. Он будет 33 тысячи. По-моему, Black Shark 5 можно на Яме. Подождите, я сейчас посмотрю. Еще раз повторяю, что в
описании в сообществе канала вы можете найти ссылки на Яму. Здесь тоже 31 тысяча. Зачем покупать его на Али за 33, я не знаю. В общем, если вы посмотрите на Яндекс.Маркете, в сообществе у меня есть ссылки на него, то на Яме вы можете купить его за 31 тысячу. За 25 он был бомбой. Я его поместил как раз за эти заслуги на 29 место. ТЧК. Вот пока только так. Все вопросы буду отвечать чуть-чуть позже. Друзья, еще раз я прохожу по всем девайсам, провожу розыгрыш и после этого отвечаю на вопросы. 30 место. Очень странный девайс. Многим он не нравится. И, кстати, вот этот вот смарт я не показал вам. И он чем-то напоминает этот. Это Poco C40. Захейтили все. Разумеется, это лоукост. Лоукост не захейтить — это грех. Но сегодня, не думая, вы можете открыть ссылку и купить его за 7800 рублей. Вот сейчас. А во время сейла я уверен, что ценник будет еще дешевле. Думаю, где-то, если вы в районе 7 его ухватите, отличная звонилка. Вот смысл думать. Время МРТ Олег Печкин не ушло. Все танцует от цены. И если вы думаете, что это плохой смарт, это великолепный смартфон, иначе бы я за него не топил столько месяцев. А дальше, если он у вас на руках, радуйтесь и не смотрите никакие топы больше. 31 место. По C40 я сказал, супер лоукост и мракобесие. Но за 7000, вау. Новый официальный игровой смартфон. 31 место, ставим плюсик, про него я хочу продискутировать. Почему? Потому что это игровой смарт Y30 от Lenovo. Это мертвый бренд для меня в каком-то смысле, но проблем перепродать его не было. То есть то, что я купил, я его продал, так же как планшет. Люди, которые фанатеют от бренда Lenovo, до такой степени трясутся от него, что если вы приобретете его до 33 тысяч, обещают 36, купоны сейчас на 200 рублей, возможно, вы поплюетесь и спокойно его продадите. Но я рекомендую его только как из разряда вы против Asus ROG, вы против Black Shark, вы не опустились до Red Magic, и вы хотите чего-то другого, и верите кому-то другому, а не мне, купите. Я даю гарантию, что если вы до 32-33 тысяч купите, а скорее всего, кстати, его можно и на Яме взять за 30, ну-ка, при желании, барабанная дробь. Я сейчас перепроверю и расскажу вам еще про него что-нибудь. Нет, на Яме его нет. Разобрали. Может быть, вы где-то его найдете. 33 тысячи рублей, 32. Посмотрите на Авито, примерно так же вы и продадите. Плюс-минус. Опять же, вопрос дня. Насколько этот плюс-минус? Я думаю, что получится у вас. Хотя опять же, не факт. Не забываем прожать лайк, будет 2000 лайков. Завтра обсудим смарт-часы и браслеты. Еще раз повторяюсь, что завтра будет топ смарт-часов. Браслетов будет через пару дней, может быть, там числа 4. Еще раз напоминаю, мое мнение не алюминий. На каждый из этих телефонов есть обзоры с примерами фото-видеокамеры. В описании есть, разумеется, ссылки на обзоры. В сообществе есть ссылки на обзоры, потому что здесь у меня в описании влезло только ссылки на покупку. И еще раз, эти ссылки на покупку не из разряда вы зашли и купили, а сейчас вас для этого и инструктирую. Где адекватные цены, где будет неадекватно. Ялматек — это Яндекс.Маркет. Там хотя бы отзывы можно прочитать. Дальше. 31 мы обсудили. Правильно? Мы переходим к 32-му. Это OnePlus Nord 2T. Его тоже многие хейтили, многие. Но мне смарт понравился. А учитывая, что у них тогда был очень адекватный ценник, и в принципе сейчас, если брать из Китая, будет 25 тысяч рублей. Ну, за 25 тысяч рублей давайте избушку на клюшку, разумеется, я бы взял OnePlus 9 RT, с одной стороны. С другой стороны, смарт новый, хороший, свежий. Если купили, молодцы. Если не купили, тоже молодцы.
И можно перейти к 33-му номеру. Здесь уже интересней. Это Vivo IQO Neo 6 SE. По-моему, шестерку я даже не добавил. Почему? А нет, стоп. Это Vivo IQO Neo 6. Snapdragon 8 Gen 1 на 6,62 дюйма, AMOLED 120 Гц. Очень классный смарт, играть классно. Опять же, бренд чисто под китайский рынок. Себе плохого не продают, если вы когда-то прикасались к этому делу. 6, просто Vivo IQO Neo 6. То это субфлагман. То есть его можно считать субфлагманом. Он крутой. Shark 5 Pro Psychos вы можете посмотреть, уже был. И рекомендовать могу. Кто знает, что такое IQO, кому нравится внешка. Итак, переходим потихоньку к 34-му месту, потому что здесь уже такое себе, специфичное. Neo 6 SE все-таки специфичная штука. А Realme 6... Я сейчас усмехнулся, потому что я перешел по ссылке и увидел ценник. 16800, Realme 9 точнее. 16800. Насколько это по мне адекватно? Вот сейчас я в первый раз в телеге скидок посмотрю, по какому ценнику они продавали на старте продаж. $219. Ну, в принципе, наверное, это неплохой ценник. Но за эти деньги, почему он так низко, я бы мог, наверное, 14100 они продавали его. Вот за 14 тысяч я бы его купил. Вот начало продаж, старт продаж. Понятно, там был интереснее, был интереснее курс, но опять же, мы же покупаем. Да, 9RT все еще годный. Я не собираюсь про него дискутировать. Я его разгонял, мой топ, посмотрите. 300 тысяч, там 250 тысяч просмотров. Я с вами абсолютно согласен. Годный смартфон. Так, Realme 9 уже закрыли вопрос моментально. Почему? Потому что он сейчас 16800. Я не вижу его анонса, что он будет 1014. Я его покупал за 14. Неважно, какой курс. Пусть делают 14, тогда я скажу, что цвет, блеск, красота. Найдете за 14, он тогда на своем месте. Пять секунд. Следующий интересный смарт под номером 35. Относительно интересный, потому что эмоции у многих он не вызвал, но это один из тех смартфонов, который, несмотря на то, что 870-я дименция, и, кстати, почему-то стоит доставка 1000 рублей, наверное, они кончились, Xiaomi Redmi Note 11s. Очень потребный смартфон, хотя 33 ватта зарядки, и если за 1000 так 16 он будет на сейле, что я сильно сомневаюсь, на него стоит смотреть. Поэтому благополучно закрываем страницу и идем дальше. А Redmi Note 11 Pro это 36 место. Это легендарный смарт, его много у кого в руках можно встретить, и однозначно за 1000 так 16 его стоит рассмотреть к покупке, потому что он здесь висит 19300, да, 120 Гц, да, AMOLED, да, 67 Вт, но, друзья, сейчас сейл, за 19 я и так его, я думаю, как и вы, могу купить. Слишком просто. Где супер вкусные предложения, да? 37 место. Переходим быстренько к 37-му, потому что здесь уже начались перетрубации. Копия чего это? Redmi K50, спойлер, скорее всего, да? Мы не будем обсуждать, но мы будем обсуждать ценник. Poco F4 GT. 24 тысячи они предлагают за самый бюджетный вариант, ровно. И я не вижу здесь супер купонов на 200 рублей. Если вы купите его за 23, наверное, потому что я сейчас посмотрю 37 сколько у нас в ритейле. Опять же, если вы покупаете на Али, всегда надо держать в уме, что это должно быть выгоднее, чем рядом с домом, правильно? Да, это выгоднее все равно. Потому что, мне кажется, у меня некорректная ссылка была, это F4 GT, а 5G, там просто F4 на яме. Кратко, классный,
Я еще в будущем, когда я, получается, еще и Redmi тестировал в виде его, и понравился, но чего-то там супер-мега запоминающегося. Мне Redmi запомнился, хотя он был китайской версии. А это просто хороший смартфон. 38-й. Redmi Note 11s. Ctrl-C, Ctrl-V. Понятия не имею, почему такой ценник на Али. Наверное, их раскупили. Очень часто, когда раскупают смартфоны, они делают нереальные какие-то ценники. И потом ты такой, да что ж такое? Как так? Почему я должен это покупать? Сейчас я проверю, сколько он у нас стоил. На Алишке раньше. Я даже не могу проверить, представляете? Нет, могу сейчас в поиске. Нет, он не такой ангажированный. Да, его можно было купить за 17 800. 5G поддержка есть. В целом, вот вы видите ценник 34. Если вы его сможете приобрести за в 2 раза меньшие деньги, то это классный смарт. Поэтому он и в топе. То есть за 17 тысяч он был просто вау, цвет, блеск, красота. Вы можете открыть еще раз сообщество и увидеть, что, где и как. И какие места, там с названиями телефонов, с обзорами. То есть внизу там есть 50 обзоров, 50 ссылок на это дело. Дальше идет Poco X4 GT на Dimensity. Еще раз напоминаю, не забываем прожать лайк. Завтра будет, если у нас будет 2000 лайков, завтра у нас будет стрим однозначно. Если не прожмете, то неоднозначно на часы и браслеты. На часы завтра топ будет тоже. Открываем 39 место благополучным образом. Это Poco X4 GT. Еще один клон еще одного Xiaomi. Вижу, что ценник нереальный, и для чего мы собрались. Давайте-ка я все-таки посмотрю. Надо было с самого начала так просто проверять ценники в телеге, для того, чтобы вас в первую очередь ориентировать. Смарт хороший. И стоил он 21 тысячу рублей. В принципе, за 21 тысячу рублей классный. Сейчас он 22 с купоном, 22 ровно. Если за 21 вы купите, цвет, блеск, красота, он вас будет радовать, если вы Xiaomi. Я не Xiaomi, но понимаю Xiaomi-тов. 40 место. Narza Prime 50i. Это один из бюджетников, который меня удивил, в первую очередь, не своей стоимостью, а в первую очередь, что он за эту стоимость мне дал. Я покупал за 5000 рублей его, как и мои подписчики. Сейчас за 5000 не осталось этих смартфонов. Они сейчас 8. Если сможете найти за 5000 рублей, великолепная звонилка. И сразу можем переходить к 41 месту. Потому что Redmi Note 11e это китайская версия смартфона. И это E Pro. Был еще Redmi Note 11e. И тот, и другой смарт мне безумно понравились. Странно, что потом на них накатили глобалку, они не были особо дико популярны нигде, но среди Xiaomi-тов я считаю, что они прям хорошо себя проявили. По-моему, я его покупал за 17 тысяч, так и покупал. 16 600 я его приобретал. За 16 600 это волшебный смарт 13300. Он сейчас есть 15 500. То есть, если вы купите его дешевле пятнашки, а это глобальная прошивка, а на китайской еще дешевле, ну, на глобальной, именно прошивка глобальная, не сам смартфон, вы будете радоваться как не в себя. На 695-м снэпе великолепный смарт на глобальной прошивке, он хорош. 42-й номер, я не думаю, что есть смысл особо сильно по него разглагольствовать, потому что это максимально хайповый Xiaomi Redmi Note 11 Pro, еще один а-ля клон. 43-й Realme GT 2 Pro. Realme GT 2 Pro, отличный смарт, отличный флагман и, опять же, китайская его версия с глобальной прошивкой выходит вам всего 30 тысяч рублей. Это аттракцион просто нереально невиданной щедрости. Если вам хочется прикоснуться к прекрасному, к флагману, в
прямом смысле за копейки, с 50-мегапиксельной камерой, 2К дисплеем, снэпом на 8 Gen 1. Так как они, я понимаю, что они провалились, наверное, по продажам, они продают его нереально дешево, это бежать и покупать. Однозначно советую эту штуку. Не забываем прожать лайк, если увижу 1100, хотя бы пойму, что у нас получается их прожимать. Нас много, мы в тельняшках, нас 588 человек. Огромное спасибо всем, кто пришел. Стрим уже автоматом остается в записи, но пока мы не уверены, что завтра еще раз встретимся для того, чтобы обсудить часы. Это будет сложное обсуждение кровью, потом, и там будет не топ-50 однозначно, может быть топ-20 максимум. Отличный смартфон, да. Я считаю, что это великолепный смартфон за свои деньги. 30 тысяч рублей, это беги и покупай. Хотите флагман? На глобальной прошивке лучше вы не найдете до 30-ки, а это 30. Вот, к слову, по поводу, что лучше смартфон. 25 тысяч OnePlus 9RT. Нет, лучше пойти и купить Realme GT, докинуть 5. Когда у тебя есть 25 тысяч, и ты их не наскребаешь, у тебя найдется 30. Понятно, что это очень неприятный от меня такой посыл, я его сам критикую, но это не флагман. Чтобы вы понимали, вы за 30-ник можете купить флагман, а во время сейла может быть еще дешевле. Master Explorer Edition первой версии за 26 своих денег не стоит. Чего-то комментарий не прошел. Олег, все будет. 1100 лайков прожали. Я уверен, что сможем больше. Огромное спасибо всем, кто прожал. Почему? Потому что мы с вами побеждаем систему. Я еще раз вам повторяю. Али не любит самых... Вот сейчас под конец вы досидели, это вам бонус. 600 человек. Вот я человек, который 5... Вот сейчас все закрыл, вижу только себя. Я 5 лет делаю обзоры. Я покупаю все на Алиэкспрессе. Алиэкспресс сейчас очень многие продавцы не хотят нам продавать, но они продают. То есть над ними в прямом смысле стоит дядя и говорит, что друг, ты должен их поддерживать. Я сказал тебе их поддерживать. И у них нет выхода. Они продают нам реально. Вот глобал. Российский сегмент сжался. То есть российский сегмент сделал все для того, чтобы Али просела по полной программе. Если вы посмотрите топ-10 площадок, которые тратят на рекламу, Али там не будет. Али вообще не тратит, они не хотят никаких санкций. И мы с вами, как пользователи, должны этим пользоваться. Понятно, что в основном эти пользуются перекупы. В первую очередь, вот, допустим, я уверен, из 6 сотен человек, которые у нас сейчас сидят на стриме, минимум сотни перекупов. Это люди, которые либо хобби у них такое, они покупают. Напомню, что у нас беспошлинный таможенный ввоз на 1000 евро. Какие-то товары, вот, допустим, сегодня я постил супер-мега ноутбук за 160 тысяч. Супер-супер-супер-супер крутой, если вы приобретете его чем-то лучше, чем мой Alienware. Он будет без таможни, они какой-то химией провозят. Но все, что сейчас провозится, до 1000 евро без таможни. Мы сейчас живем в раю. Если вы примерно погуглите, допустим, в той же Турции, iPhone стоит ровно в 2 раза дороже прошлой версии. То есть iPhone 13 Pro стоит, как у нас iPhone 14 Pro. Притом в магазине. То есть мы можем купить iPhone 14 Pro дешевле, чем в Турции продается iPhone 13 Pro. Если вы посмотрите налоги в Европе, вы тоже удивитесь. И когда вы покупаете на Али, я говорю вам, ценники сейчас ориентирую. Я ориентирую вас на тот ценник, когда вы купите и такие, да и черт с ним, мне не понравилось, или пока он идет, вы передумаете и продадите. Да, можно за те же деньги попытаться плюс-минус на Авито купить. Это будет... иногда экстремально. Если вы живете в Москве, у вас вообще другие цены. Я кидаю цены ямы для Москвы. Там за рубли можно вот за анал покупать нереально крутые вещи. Поэтому танцуем мы всегда от того, что вы должны понимать. На Али большинство продавцов продавать нам ничего не хочет. Не хочет. Им это невыгодно. Они вам не просто так это пишут. Блогеры их не пиарят, потому что блогеров не любят Али. Я не буду вам прямым текстом говорить, чтобы меня также блогеры не загнобили. Блогеры любят площадки, которые идут в топе вот этих 10, которые тратят на рекламу. И я сейчас с вами разговариваю по Али, потому что вы моя аудитория. Мне важнее, чтобы вы что-то приобрели и пришли даже через полгода смотреть мой контент. Ничего не поменялось. Вот, прямым текстом. Я думаю, что более-менее я объяснил позицию моей партии. Еще раз, на канале нет мата, хамства и рекламы. Если вы хотите пообщаться по поводу
Взаимоотношения между людьми, странами, государствами, этносами, планетами, инопланетянами вам не сюда. Мы дискутируем только по поводу цены, по поводу того, насколько можно выгодно что-то приобрести. Сегодня у нас категория телефоны, вчера у нас была категория наушники, завтра будет категория часы. По поводу того, еще раз, что показывать, вы можете посмотреть любой мой обзор, он минимум 10 минут на любой телефон. То есть я всегда вставляю примеры съемки, вы плачете, пишите мне: Саня, это такое дно, забывайте, что YouTube сжимает, и забывайте, что я всегда танцую от цены и от того, чтобы показать вам, как это будет выглядеть. То есть для меня это самое-самое важное. Поэтому мы закрываем Realme GT 2 Pro, который просто нереально крутой. Я не знаю, как он за 30, если они его реально вышли, потому что я покупал его, я помню, за 48 тысяч. За 48 или за 46. И мне его высылали, но я не знаю, месяца полтора я прям бился, как с Asus'ом 9, что мне пришлось доплатить. И там я доплачивал 200 баксов. Ну, в общем, вкратко, это все время для меня ролевая игра. По поводу любого смартфона, о котором вам сейчас я говорю, для меня это история. Как я выбирал, как я покупал, как это шло, как я получал, как я его настраивал, как я его тестировал, что мне про него написали после того, как я сделал обзор и как я его продал. То есть я это проболел. Насколько я болен железками? Я болен железками. Welcome, вы на канале, на котором человек болен железками. Насколько адекватно я, допустим, по скорости разговариваю? Если вам слишком быстро, ставьте X05. Я понимаю, что YouTube бы меня больше рекомендовал, если бы я разговаривал супер медленно. Но мне это невыгодно, я стараюсь в минимальное количество времени вместить максимальное количество информации, выгодно моим подписчикам, которые привыкают к этой теме и смотрят меня уже в X2. Все высказал, можем продолжить. Realme GT 2 Pro — это ультра-мега-топ первое место. Я не знаю, как я пропустил, что он тридцатник. Да, Дмитрий, это все уже история. Летим. 44 место. Это Xiaomi Redmi K50 Pro. Это очень-очень интересный смарт. Он прародитель, я думаю, что вы все догадаетесь чего. Откройте его. Если вы не смотрели на него обзор, вы сильно удивитесь, на что он похож. Очень похож. Ну, вы ощущаете, да? Ладно, не будем. В целом, 120 Гц, 2К экран, 12... Все было в нем, и дименция круто, но по мне он быстро разряжался. Если покупать его, то точно не за 48 тысяч рублей. Я не знаю, сейчас потолок для него в моей голове, ну, 40. Но его, скорее всего, купон на 207 рублей, 10 тысяч доставка. Скорее всего, у них они кончились. Это тоже была боль, как я его покупал. Тоже то ли мне его не высылали, то ли я его вообще через Авито, через Перекупа покупал. В общем, это все было долго и мучительно. И мы переходим к 45-му месту, это уже интересно. Несмотря на то, что на втором месте у меня красуется Samsung S22 Ultra, Samsung S22 уже разобрали, хотя я его вчера запостил. Да что за... Сколько... Все это... Прикиньте, разобрали уже. То есть я только успел запостить его, уже Samsung разобрали на Али. Ладно. Samsung S22 это мега дорогой когда-то был смартфон, и он все еще сейчас является мега дорогим. Он, в отличие от S21, с которым я проходил год, является самым адекватным смартом с точки зрения зарядки. Я ему не прощу его ценник, потому что я как раз его покупал за овердорого. Сейчас его можно купить за овердешево. То есть вот сейчас я открыл яму. Опять же, в сообществе можете посмотреть ее. 48 тысяч, я думаю, что при извращении во время сейла, если вы купите его за 45, это будет вот такой вот обзор. У тебя слово быстрее мысли. Это оскорбительно, Александр Гисаков. Это прям совсем оскорбительно. То есть я не думаю, о чем говорю. Ладно. Если вы приобретете S22 в районе 45 тысяч рублей, а 48 он на яме, но, к сожалению, для того, чтобы купить его в 48 на яме, нужно платить налом и находиться в РФ. Я, кстати, сейчас запостю это дело, потому что по мне это прям дико выгодно. Прям дико выгодно. Вот за 48 он бы был на месте так. Когда я его постил, он был дороже. А на Али он был вообще 49. Ну вот его раскупили. Но это лирика. Что такое S22? Это защита от влаги, это супер крутой процессор, если... Да без разницы за эти деньги. Потому что защита от влаги, плюс еще съемка супер. У фронталки съемка супер.
И я бы его в десятку запихал вместо какого-нибудь китайского смарта, если бы я его промониторил хорошенько. Вот. Яндекс.Маркет, Яма. Опять же, можете искать где хотите. И мы переходим к следующему смартфону, который, наверное, закроет сразу брешь между Realme 9 Pro и Realme 9 Pro Plus. Почему? Потому что у всех этих смартов был один огромный минус. У них потели камера, так же, как у Xiaomi-тов. За 22 тысячи Realme 9 Pro Plus сейчас по ссылке. Это жир, это нормальная цена. Если будет еще дешевле, за 21. Цвет, мне не нравится он по внешке, мне не нравится, что там Dimensity 920. Там всего 60-ваттная зарядка. И единственный его огромный плюс, он неплохо снимает. Плюс того, что он еще неплохо снимает, адекватный ценник, неплохой экран, Dark Charge зарядка. Ну, в целом хороший смартфон в двадцатник. И он так и стоит. То есть 23, думаю, 22 на сейле с какими-нибудь там купонами. Напоминаю, что там будет 600 рублей от 6 тысяч, 400 рублей от 4 и 200 рублей от 2000. Это цвет, блеск, красота. Но камера потели у меня, поэтому ничего я ему никакого высокого места я ему не дал. И перехожу к 47-му. Еще раз, все эти аппараты я советую. Я напоминаю, что девайсов у меня было больше. Что мало того, что их было больше, я их когда приобретал, еще и продавал. То есть я изначально все равно стараюсь покупать то, что я смогу продать. И вот Realme GT 2, который на 47-м месте, это тоже крутой мега-смарт. Но когда ты можешь купить Realme GT 2 за 26 тысяч рублей, а примерно так вы сможете купить на время распродажи, все кидаем в корзину. Я, кстати, про это забыл сказать в самом начале, ну и ладно. Что понравилось, что потом мониторить цены. Так вот, за 26 тысяч рублей круто, но за 30 можно купить Realme GT Master GT 2 Pro. И все, и все. И не о чем здесь больше говорить. И можно чуть-чуть докинуть и напрячься. Хотя GT2 неплохой, но со стабильностью у него было не фонтан, фронталка не фонтан, как у всего из BBK. И вообще впечатление осталось, что он такой тяп-ляп. Побыстрее выпустить, чтобы побыстрее. На 48-м месте очень классный смартфон, притом 12X. Xiaomi 12X я не добавил, хотя это а-ля, ну не а-ля, наверное, самые, адекватные компакты. Получается, в топе даже компактов нет. Но мы помним, что 12-шку можно приобрести за 43 тысячи, это дорого, 38 где-то на Яме, а на Али в какой ценник вам ориентироваться, я даже не знаю. Я сейчас вам сообщу, потому что очень тяжелый вопрос для меня лично. Потому что он потел. 39 тысяч он стоит сейчас, это дорого. Его на Авито, по-моему, можно за 36 приобрести. В общем, я бы его брал за 36. Вот за 36 я бы его, наверное, взял. Наверное. Потому что там у нас все-таки это хороший смартфон, но со своими минусами. Я не скажу, что он супер-мега крутой. Не забываем прожать лайк, друзья. Огромное спасибо. 2000 лайков будет. Завтра встретимся для того, чтобы обсудить часы. Купил 13 Pro Max не зря, почему зря? Все в огне. По БУ не буду ничего говорить, лучше новый купить за 5000. Я постил, еще раз повторяюсь, Nardo 50i был 5000. Чем вам не понравился? 6А не 35, я постил Mars 6А, Pixel 6А за 26 тысяч рублей вчера. Еще раз, верхняя ссылка, Telegram скидок. Вы там вбиваете название своего смартфона. Даже можете добавиться, потом удалиться. Кликаете, смотрите в поиске, сколько они стоили. Расстраиваетесь, закрываете, не спрашивайте у меня какие-то оверпрайснутые цены. Марс это ультра дорого. Вообще ультра дорого. Саня, ты продаешь чаще в минус или в плюс? Чаще в минус, потому что они раз распакованы и очень часто поцарапаны. И 3, у меня потеря в 10 смартфонов, и это не сарказм, я могу вам перечислить. Это iPhone, это ZTE-шки 2, это Vivo X, не Vivo X80. IQO? Нет, не IQO. Короче, я потерял смартфонов на 400 тысяч, у меня их конфисковали, потому что сказали, что, чувак, радуйтесь, хейтеры, можете поставить лайк дурачку. Я попал на 400 штук и, скорее всего, еще на штраф 1300.
потому что пытался их привезти. Для того, чтобы тестировать, кое-что привез, опять же, уже потом, уже при помощи карго, отдельных дополнительных плат. Хотя несколько раз летал, и никаких проблем не было. Людям было все равно, что я блогер. Вот такие минусы. Такое нытье под конец. Опять же, тех, кто остался, и опять же, хейтерам будет приятно, что у меня под мульт встревалово под конец года. Но у всех свое. У каждого свое хобби, правильно? Я это уже пережил. Дальше. Но вам улыбнуться охота, правда? 48 место мы обсудили. 12 Smart Norm. К сожалению. Переходим к 49 месту. Это Motorola Edge S30. Это был крутой смарт, опять же, третьего эшелона, опять же, это Lenovo, опять же, если вы успели его приобрести за ультра низкий ценник, если он обходится вам, вот как сейчас, 29 тысяч, пусть кому-нибудь другому обходится. Крайний ценник для него, это, мне кажется, ну, максимум 1026, это лютый предел. Когда-то S30 стоил 17 тысяч рублей. Барабанная дробь. Потом 18, потом 20 и потом 24. Welcome. И я ничего не путаю. Но это китайская версия смартфона. За волю к победе, скажем так, он у меня на 49 месте. На 50 месте Xiaomi 12 Pro. Очень крутой флагман, который, в принципе, был бы на первом месте, если бы сейчас не появился Xiaomi 12T Pro, обзора на который у меня его еще нет. Опять же, выгодно покупать за 38, в телеге скидок можете посмотреть, если ценник все еще такой, нечего на него и обзора ждать моего, еще что-то вы, если что, перепродадите. По вне топа это Xiaomi K50 Gaming Edition и Google Pixel 6. Без скидок, без ссылок. Почему? Потому что это интересные смартфоны, но пиксели, еще раз повторяюсь, я считаю самыми шлакоблочными телефонами с точки зрения материалов, отношению к пользователям, сборки, процессора и всего остального. Зато вы сможете приобщиться вот к этой тусовке пиксельманов. Тоже неплохо. Вот, теперь... Вопреки всему, несмотря ни на что, я надеюсь, что вы поставите лайк. Мы разыграем 5 Mi Band 6 серии. И после того, как мы разыграем 5 Mi Band 6 серии, мы с вами сможем пообщаться по поводу вопросов. Если останется меньше 400 человек, я закончу стрим. Если останется 400, то я еще поотвечаю. Напоминаю, что 1 ноября тоже будет обязательно стрим с ответами на вопросы, но пока вот так. Напоминаю, что условие довольно простое всегда. Это вот у нас было сколько? За октябрь 30 обзоров. Без стримов буду брать. Без стримов. И рандомное число, случайное число Google. Потом Лиза On Air случайное. И напоминаю, что раз в 3 месяца можно выигрывать. Если вы выиграли еще раз, то будет переигрыш и кому-то другому. Если кому-то это дело не нравится, никаких претензий, можете смотреть какого-нибудь другого блогера, потому что я считаю, что если человек выигрывал 2 раза, то значит кто-то не выиграет. А если вы смотрите для того, чтобы выигрывать, то в принципе смысла вообще никакого нет. Так, случайное число просто. 5 секунд. Почему-то не ищет. Раньше он случайное число просто показывал в Гугле. Во, 1.30. Я сначала вбиваю просто случайные числа и все. Давайте еще поднажмем, еще 100 лайков набьем и 1300 начнем. Я шучу. 611 Xiaomi 11 Ultra можно брать? Да, за 34 тысячи рублей, не дороже. 35, окей. По-моему, 35 я и говорил, и в принципе так и считаю. Так, я сейчас буду переназначать сцену. Может быть, на какое-то время что-то подвиснет, но я не думаю, что надолго. Я даже уверен, что ненадолго. На вторую сцену. 1, 2, 3. Елочка. Гори. Все. Розыгрыш по экрану. Давайте 1, 2, деактивировать, активировать. Экран захвата
есть. И звук есть. Должен быть. Так. Проверю, если... Так, все, есть контакт. Надеюсь, что вы все видите. Да, я уверен, что вы все видите. Начинаю генерировать. 17 место. 17 место. Это у нас 17 числа был. 17 октября. Пам-пам. Лизонер. Giveaway. Копирую в него. Сохраняю. И копирую дальше стандартно. Планшет, к слову, большой, помните? На 12,4 от Xiaomi. Глобалки, по-моему, еще не было. Надо быть подписанным на основной канал, на лайв-канал, и чтобы у вас подписки были открыты. Все очень просто. Simply clever. Что еще интересного по поводу сейла? Напоминаю, что завтра, скорее всего, будет стрим. Вчера был стрим по наушникам, посмотрите, кому интересно. Завтра будет стрим. -1, я больше не владею, к сожалению, раз. Anything Possible, к сожалению, список закрыт. Виктор М, к сожалению, список закрыт. Дмитрий П, поздравляю вас, Mi Band 6 ваш. Это первый победитель, скорее всего. Сейчас мы каналы посмотрим, чтобы был лайв. Я не вижу лайва. Друзья, вы видите лайв? Польза.нет лайв отсутствует в подписках. Соответственно, человек, к сожалению, не выиграл. Следующий. АБ. Смотрим подписки на лайв. Есть канал лайв. Мне кажется, это свежий подписчик. Поздравляю, АВ. Еще раз повторяю, в описании к данному стриму я сделаю 2 коммента. Один из них будет как раз по поводу победителей. Человек, вот я тебя знаю, прям знаю. Ну вот что это такое? Почему список подписок скрыт? Розарио Агро. У меня такое ощущение, что ты не выигрывал. Я очень рад, что ты победил. Очень приятно конкретно твои всегда комментарии читать. Это человек, с которым я общаюсь в прямом смысле. Спасибо большое, что общаешься со мной через YouTube. Очень интересные комменты пишет. Артем Волк, к сожалению, без список подписок скрыт. Следующий скрыт. До Nerd. До iNerd. Скорее всего, мне такое ощущение, что на лайв вы подписаны. Поздравляю вас. Поздравляю, уже 3 победителя. Надежда, это всегда хорошо. Это тоже список скрыт. Владимир Молоков скрыт. Лис скрыт. Серега УСП. Смотрим лайвы, каналы. Есть лайв, поздравляю вас. Сережа УСП 1К. Уже 4 человека, и где-то 5-й у нас затесался. Раз. Жуков Андрей. Я уверен прямо, что он подписан. Да, вижу в подписках Польза.нет лайв. Огромное спасибо за ваше участие. Сейчас я переключаюсь на сцену с лицом. Этот список людей будет вывешен в описании к данному ролику, точнее в прикрепе. И в целом, наверное, все норм. Так, пишем, все понятно. Смотрим, сколько людей осталось. Готов отвечать на ваши вопросы по мобильникам. Без мата, хамства и рекламы, пожалуйста. Если кто-то кидал донат, напишите, чтобы я тоже ответил. Сейчас я посмотрю, может, был. Дмитрий Гордиенко, да, поздравления всем. Смотрим. Что за смарты на руке? Смарт-часы — это все еще Apple Watch 7. Жаль, не набрал 2000 лайков. Ну, уже 1200. Не забываем прожать лайк. Завтра будет еще раз, может быть, даже если не набьем, будет стрим по часам и браслетам. Но если будет 2000, я железно его сделаю, потому что вчера 2000 мы не набили. Дальше, ребята, нужна рабочая лошадка до 15-20 тысяч рублей. Главное не производительность, а аккумулятор. Производительность аккумулятора для выполнения рабочих задач, шустрое открытие документов и работа в соцсетях. Работаю риэлтором. Из того, что вам можно посоветовать, давайте, вы же у меня спрашиваете тоже. Я сейчас еще раз открою The List
свой и прикину, чтобы я вам посоветовал за 20 тысяч рублей. У дома пишите всегда, на Али или удобно. Если у дома, это одна история, если на Али, это совсем другая история. То есть, если на Али вы готовы, значит, подождать, если удобно, подождать вы не можете. Уточняйте. Напоминаю, что всем, кто хочет подобрать какой-то смартфон под себя, есть телеграм-канал Болталка, вот вторая ссылка, вы пишете туда полностью техническое задание, что оно должно в себя включать. Ценник, где готовы покупать, без названия магазина. То есть город, допустим, и ритейл. Следующее после ценника. Это что вы хотите, камеры, обязательно ли глобальное ПО и что самое важное. Плюс, разумеется, размер. И с чем вы уже были. Xiaomi 11T Pro можно взять, цена 30 тысяч, перебор вообще лютейший. Realme GT 2 Pro, это флагман за 30 тысяч на Али, вот еще раз сегодня показывал. Саня, за 28 тысяч 30 OnePlus 8 Pro годный аппарат? Нет, потому что минус 2 года поддержки вы получаете. Лучше брать Realme GT Master Explorer Edition, Realme GT 2 Pro на глобальной прошивке. Еще раз повторяюсь, в описании это... Я сейчас за 30 тысяч всем буду советовать, если он реально в наличии. Получается 43 место. Посмотрите, откройте, расплачьтесь, 30 тысяч только его. Привет, есть X3 Pro, сейчас есть что-то до 30 тысяч, интересное по всем параметрам. Realme GT 2 Pro, 30 тысяч, в 43 место в описании. Да, Ахмат, 30 тысяч за Realme GT 2 Pro, я сам очумел. У них, по сути, проблема с продажами. Лучший дисплей. Он будет, есть у вас очень много Акума. Лучшие, что я видел, это у Redmi K50 вот эти вот всякие ультры, типа вот таких. И они пихают туда прям нереально крутые дисплеи. Саня, чем тебе Dimensity не угодил? Худшая оптимизация в играх по мне. Все равно. И ПО под них не пишут сначала. До 30 тысяч Али игры без нагрева. Попробуйте Lenovo Y7, который я не советую. А вообще за 30 тысяч, за 26 был Black Shark 5. Это был бы волшебный смартфон. Но я не знаю, как он сейчас. За 26 тысяч я недавно постил. Думаю, в 23-м нас сильно удивят новинки. Надеюсь, что нас только новинки удивят. Так. Саня, посоветуй, пожалуйста, два смартфона. Один смартфон до 15 тысяч, второй до 23 тысяч. А не стандартная ТЗ. До 15 тысяч где вы будете покупать? Вот еще раз напишите. До 20 тысяч на Али тот, что вы увидите 1 ноября на моем канале. То есть средний бюджет до 20 тысяч рублей. Вы 1 ноября увидите от меня обзор. Это лучший смартфон на сегодняшний день, на день 1 ноября будет. Заказал с Али Смарт, его потеряли на таможне или почте. Вам вернут средства, вообще не беспокойтесь. У меня так потеряли... Xiaomi 12T Pro на Dimensity. 22 тысячи Али, еще раз 1 ноября приходите. OnePlus 10 Pro на Алике стоит своих денег? Нет. Однозначно за 49 тысяч рублей верхний ценник для OnePlus 10 Pro, и он будет не глобалка, это будет китайская версия смартфона, но он будет... Получается на глобальной прошивке. И он будет стоить 35 600. Я уже кидал в телегу скидок ссылку на него. Но между Realme GT 2 Pro и OnePlus 10 Pro я выберу Realme GT 2 Pro, потому что он стоит 30 тысяч сейчас. И это нереально круто и дешево. Не забываем прожать лайк. Pixel Watch, разумеется, буду покупать, но позже. И еще раз, как вы видите, у меня нет ни условий, ни интернета здесь. Я пока оторван от реальности. 13 ноября, несмотря на это, я все равно делаю, я думаю, неплохие обзоры и топы. 13 ноября у меня начнется банкет. С 15 ноября я начну для вас, возможно, сделаю лайв-канал. Плюсик ставим, если кому-то интересно лайв-блог. Я буду рассказывать о том, что есть будни блогера. И они будут интересными, светлыми, возможно, чем-то... странными, но связанными с железками. Саня, подскажи, пожалуйста, какой игровой смартфон взять? Все зависит от цены. Если вы не ограничены, то это всегда, в моем понимании, Asus. Какой смарт взять IPS до 20 тысяч рублей на Али? Лучше в телегу напишите. Вот по поводу IPS 20 тысяч до Али с IPS-ками очень туго у нас. Вы всегда купите какую-то штуку, которая будет овердорого. Реально напишите в Телеграм. Пиксель ждем. Да будет пиксель.
Все, хорошо, сделаю что-то. Третий канал сделаю. Если там будет хороший интернет, буду выкладывать влоги как раз из разряда что с техникой, как с техникой, потому что там у меня будет больше доступ. А где ты и что ты там делаешь? Я путешествую. Все. На данный момент в Турции. 13 числа буду в другой стране, и, скорее всего, 13 ноября. И, скорее всего, где-нибудь в середине декабря еще дальше полечу. Я очень хочу в Китай, но у меня уже год не получается сделать визу. Я думаю, тяжело не догадаться, почему, да? А Саня, подскажи телефоны без заморочек. Писал в Donation, что скажешь про Xiaomi T Pro, 12T Pro, нормально за тридцатник. GT2 Pro за 30 тысяч в описании. All TAEC, 43 номер. В описании ссылка. 43 номер, это Realme GT2 Pro. Какой OnePlus брать с беспроводной зарядкой Али? Серьезно, это все условия? Это не условия. OnePlus 9RT, наверное, брать уже не стоит, потому что есть что-то интереснее. Нужно ждать распродажу. За какой ценник всегда надо писать? ROG Phone 6 40 тысяч на Алике стоит. Почему он стоит 100 тысяч? Потому что в России люди не имеют совести, которые перепродажей занимаются. Посмотрите, сколько Realme GT2 Pro, который на Алике 30, стоит у нас в ритейле. Они больные. Я говорю, вот те, кто занимается с брендом BBK и Realme, и популяризируют его у нас, они делают все, чтобы его у нас не было. Я бы на месте китайцев просто их утопил бы, всех уволил бы и оставил бы просто один AliExpress людям. Людей бы больше ходили с Realme, чем вот с таким пиаром и таким подходом ценовым. 30 тысяч не глобалка, 30 тысяч перепрошитая сиплой глобалка GT2 Pro. То есть это китайская версия смартфона, прошитая на глобалку, как там указано. Опять же, я говорю, GT2 Pro мне в принципе высылали месяц, так же как Realme GT Master Explorer Edition 2. И еще раз, какие ко мне претензии, друзья? Я даю вам ценники и думать. Всегда Али это какая-то лотерея. Придется ждать, придет, не придет. Вот у меня, говорю, за этот год была одна история. Realme GT, Xiaomi 12T Pro и Redmi 40S мне отказались посылать. Вот два смартфона, но это за 1,5 года. Привет, притом деньги вернули, разумеется. Как насчет Nord 2? Никак, его нет в топе. Какие очки? Нулевки носишь? Да, это Xiaomi получается, от света. А так я рейбановские. Ну, в обзорах видно сейчас. Сейчас света много, солнца много у меня здесь. И нет, я не особый фанатик, мне просто нужна работоспособность. Потому что, еще раз, очень многие люди, которые пытаются делать хотя бы один обзор, вот кто-нибудь сделайте 2, 10 на YouTube, сделайте 100, а сделайте 1500. И вы поймете, что такое моральное выжигание. Нет, не просто моральное выжигание. Шри-Ланка, я рассмотрю чижик-пыжик, но мне кажется, что там с девайсами будут проблемы и с интернетом. Если есть какие-то предложения, пишите. Я хочу в Китай. Я хочу в Китай и прям поселиться на заводе. На одном, потом на другом. Саня, за сколько можно реально выставить iPhone 13 Pro Max в идеальном состоянии? Понятия не имею. Смотря какой город, Александр, ну, наверное, 75. Наверное, не знаю. 12S ультра стекло, приклеиваемое на ультрафиолетовый клей. Понятия не имею, вообще стекла не клею. В Xiaomi на Али, в России на Али за 30-40 тысяч какой купить телефон? Не скажу. За 30 тысяч Realme GT Master Explorer Edition 2. Еще раз, есть топ-10 телефонов вот внизу. Свежий топ флагманов в описании. Смотрите, там топ-10 флагманов. Свежий топ до 25 тысяч. Он летний. Там Realme RT за 25. До 25, если OnePlus 9 RT, точнее, вы приобретете, это будет круто. Главное, чтобы я не начал заговариваться, и вы перестали ставить лайки. Не забываем прожимать лайки, наберем еще сотенку, и еще пообщаемся. 500 человек в онлайне, приятно всем. Если кому-то вам что-то нравится, не забываем подписываться на телеграм-канал скидок, кидайте в корзину, либо не кидайте, запоминайте в отдельном окне и мониторите цену. Договорились обозревать Qbot чего? Нет, Qbot не хочу, пока новинок хватает. За 20 тысяч на Али что можно взять? Вы завтра узнаете. Realme GT Neo 3, либо, но сейчас нереально взять. За 27 брать стоит ли 9 RT? Нет, не стоит. За 30 стоит покупать 48 место. За 30 тысяч Realme GT 2. Какое? Подождите. Realme GT 2 Pro. Какое место было?
43 место. В описании есть ссылка. 43 место Realme GT 2 Pro. За 30 тысяч стоит это дело брать. Дальше, Саня, какие новинки телефонов еще ждешь в 22-м? Я заказал Pixel 7 Pro. Он мне не дико интересен, но для контента он необходим. Я еще буду тестировать 100% всю линейку третьего эшелона, потому что, еще раз повторяюсь, у меня конфисковали 10 смартов, и я один черт их буду покупать, но уже когда приеду на место. И по большому счету... Что по большому счету? По большому счету, сейчас я 5 секунд открою одну штуку. По большому счету, скоро у вас будет виден смартфон, который я советую до 20 тысяч. 1 числа я выгружу на него обзор. А после этого будет Q45, который все просили. После Q45 будет еще и вот этот вот Мега Смарт. Я думаю, вы догадываетесь. Саня, был ли ты недоволен доставкой Али? Ну вот 2 раза мне смарты не привезли, я же говорю. Что-то не зашел. Ну и ладно. Не получается у меня зайти. Бро, привет, хочу купить 11 ультра Xiaomi глобалка. Но говорят, что надо его шить, перепрошивать. Подожди. Если 11 ультра Xiaomi глобалка, то не надо. Но если 37 тысяч на Али, это скорее всего не глобалка, а Китай. Ну, норм. Саня скинул донат, прочитай. Я почему-то не могу в Donation Alert зайти. Сейчас попробую еще раз зайти. Не понимаю, почему трабл такой. Я уже понял, что кто-то мне чего-то подкинул. Donation Alert, 5 секунд. Давайте поотвечаю пока. Потому что некультурно, если донат народ кидает, не отвечать. Саня, может топ планшетов замутишь? Следующий, смотрите, завтра будет топ умных часов. Потом будет топ браслетов. И если во мне останутся моральные силы, то, скорее всего, я замучу топ планшетов, но, опять же, не факт. Почему? Потому что это непростое дело, и я уже подочумел. Если хоть раз кто-то пытался подобное делать, вы понимаете, что это не просто для меня какой-то, не знаю, я делаю топ, и после топа благополучным образом рассказываю вам. Нет, я сначала делаю обзоры, а потом, после обзоров, 5 секунд, все, захожу в Donations. После обзоров я делаю топы через какое-то время. Опять же, они должны быть под что-то актуальное. То есть сейчас актуальный вот сегодняшний топ, который я вам топ-50 рассказывал, в первую очередь под смартфоны. Ух ты, не шутяшь себе. 900 рублей мне накидали. Сенча, давайте потихонечку отвечу на донаты, а потом на остальное. Саня, привет, Realme Buds 3 или Oppo Enco Free 2i? 2i. Саня, подскажи телефоны без заморочек. В игры не играем вообще, цена от 40 до 60 на Али. Если не iPhone 14 и вам нужен какой-то премиум, а почему не купить Samsung S22 у дома? Купите один Samsung S22, допустим, а второй, если хочется прям китайский, то Vivo X80 Pro. Это будет супер. Для съемки видео точно, и то, и другое будет шик, блеск, красота. Но чтобы не беспокоиться, я бы все-таки взял iPhone. Если умеете в облако скидывать и все остальное делать. Посоветуйте, потому что через кабель ничего ты не передашь. Посоветуй, пожалуйста, смартфон. Нужна хорошая камера, фото, Антон. И немного видео. Один в районе 40 тысяч рублей, а другой в районе 60. Уже ответил Антон. Вы 2 раза, получается, кидали. Спасибо. И час назад. Добрый вечер, Кулан. Посоветуйте, пожалуйста, веб-камеру в пределах 5000 рублей. Это всегда будет что-то стандартное. Либо Базеус. Вот я купил анкеровскую. Она мне понравилась. Анкер 700. Посмотрите, но вообще всегда топы это эти. Подпишите, напишите, я уже начинаю немного тупить. Какие камеры? У меня валялись, я бы сказал, но я сейчас не помню. Анкеровская была норм. Гордиенко, огромное спасибо просто за донат. И все. Донаты мы закончили. Тоже на планшеты. Так, Владимир, у Realme GT 2 Neo T есть 6,4 экран. Я не знаю Realme GT 2 Neo T. Я знаю... да, я уже запутался в этом нейминге.
Что скажешь про Zenfone 9? Это оверпрайснутый смартфон, который будет у вас греться. Возможно, он будет вас радовать, возможно, не будет радовать. Я не знаю, насколько он будет для вас, насколько он вам понравится. Не забывайте, кстати, подписаться на канал, поставить лайк за труды и подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок. Если набьем сегодня 2000 лайков, завтра будет еще такой же стрим по часам. Прекрасного настроения. Анна, Ли, огромное спасибо, что пришли. И вам прекрасного. IPS-дисплей, новые телефоны на обзорах будут. Чижик-пыжик, а ты предлагаю вот здесь. Какой ты знаешь на IPS-ке? Стоит ли покупать Xiaomi 12X? Если нужен компакт, да. Хотя у меня его не было в топе сейчас. Если нужен компакт, стоит. OnePlus 8, реально ли еще ожидать? Вообще не реально, Виталий, это старый смартфон. Не ведитесь. Понятно, что всем необходимо освобождать свои закрома, но это с одной стороны. Мы-то с вами общаемся для того, чтобы вы купили что-то выгодное и долго с этим ходили, либо хотя бы выгодно продали. OnePlus 8 вы уже не продадите вообще выгодно. Саня, что взять до 40 тысяч на Али с хорошей камерой? 5 секунд. 43 место, 30 тысяч рублей, еще раз пытайтесь. Я не знаю, если он будет их отправлять, это самый нереальный крутой смартфон вообще. А с хорошей камерой, дисплеем игры не играю. Можешь и докинуть чуть-чуть и купить Samsung S22, еще раз повторяюсь, а по поводу 40 тысяч рублей, что это может быть? IQO 10. Опять же, видишь, если ты не знаешь, чего хочешь, Александр Вавиловин, то лучше брать, опять же, что-то, что известно. Сделаешь ли сравнение Pixel 7 Pro и iPhone 14 Pro, когда он к вам придет? Серафим может быть, но это будет не скоро. Саня, добрый вечер. Что лучше, Nothing Phone 1 или Pixel 6a? Pixel 6a за 26 тысяч рублей. Потому что Nothing Phone будет 31. Я не видел дешевле 30-ки. Как вам, Александр, OnePlus? Все, какое место у вас? Что такое OnePlus? К OnePlus что? Redmi Note 12 Pro или Xiaomi Ace Racing Edition? Несмотря на мою дикую любовь к OnePlus Ace Racing Edition, я бы выбрал Redmi Note 12 Pro Plus. 11T Xiaomi. Стоит ли брать на Али за 24 вместо Redmi Note 8 Pro? Почему нет? Может быть. Но я не утверждаю, потому что я не помню 11T уже. Посмотрите обзор, пересмотрите стрим, я советовал цены, смотря за какой ценник. Почему Find X5 Pro не завели 4К 120 FPS и 8К съемку? Дмитрий, они либо хотят стабильности, либо хотят сейчас выкатить что-то с IQO новенького, чтобы там было 8К. Вот и все. OnePlus Ace стоит брать до 20 тысяч, за 19 стоит, но лучше подождать 1 ноября. Все, кто хотят смартфон до 1 ноября, подождите 1 ноября, я посмотрю ценник. Если не обманули, я выгружу обзор, и этот будет то, что вам необходимо покупать. iPhone, но опять же, это если у вас есть 20, 19-20. Какой брать, Realme GT 2 Pro или Realme GT Master Explorer Edition? GT 2 Pro, почему? Потому что у него есть глобальная версия. Но если тебе интересны сенсоры, 10 тысяч разницы, не знаю, думай. Или Master Explorer Edition, я уже не помню за сколько. 12T Pro, скажу Сане звонкий, что хороший смарт, линзы потеют, и все. И он есть в топе. Как получить хороший промокод? Просто Леха. Еще раз следи за телеграм-каналом моим, допустим, следи за Али и смотри телеграм-канал, верхняя ссылка в описании, пролистай. У самих продавцов есть промики, плюс Али будет давать промик по ссылке, по скидке из разряда 600 рублей от 6 тысяч при потраченных, 400 рублей от 4 тысяч, 200 рублей от 2 тысяч. Вот пока это все, что я могу тебе сказать. Realme GT 2 Pro или GT 2 Master Explorer Edition? Владислав уже ответил, что за тридцатник GT 2 Pro перепрошитый на Global китайский. Повторяюсь, какой смарт выбрать с диагональю экрана до 6 дюймов? Владимир, Xiaomi 12X. Meizu 18 Pro, Саня, Meizu умерла, и не надо делать вид, что это не так. Если, опять же, кто-то живет в Китае и занимается продажей Meizu, хорошо. Это примерно то же самое, как продажа Motorola. Подскажите, S22 или 12X? Я бы взял S22. На лет 7, то S22. Защита от влаги, топ. Саня, брать Black Shark 5 однозначно да, но если вы успеете купить, найдете. Я постил его как-то за 26, вот тогда он был бомбой. За эти деньги, что сейчас, что я сейчас вижу по ссылке, нет. Стоит
извините, стоит ли брать Realme GT Neo 3? Нет, завтра подождите, я вам сообщу, что стоит брать. Дмитрий, вопрос от вас. Какой достойный смарт можно купить с мини-джеком за 20-25 тысяч рублей? Я не знаю. Я не знаю. Дмитрий, напишите, что вы от меня в телеге взаимопомощи. Попросите админов по полному, полностью распишите, что вам надо. И огромное спасибо за донат, потому что с мини-джеком я знаю только лоу-кост. То есть сейчас топовое, ну окей, вот этот, но он игровой. То есть он игровой, это я покупал, опять же. Asus ROG 5s обзор будет. Какой объем памяти брать себе и жене, не блогера? Аноним 200 рублей, спасибо. Объем памяти оперативки не важно, 8. А по поводу внутри, если вы не играете в игры, то 256 вам будет достаточно. Мне и 128 было бы достаточно. Не критично раз в месяц чистить и не критично использовать облачные сервисы. Приветствую, Дима, спасибо. Приветствую, что лучше взять Samsung S22. Я сначала все равно на донаты, друзья, отвечаю, потому что это в первую очередь уважение к людям. S22 Plus или OnePlus 10 Pro? S22 Plus. Однозначно. Вот. Он у меня в топе, посмотрите. В топ-10. Так. И еще прилетело. Не забываем. Хорошо, спасибо большое, что еще кто-то закинул. Так, нет, все, ответил. На все донаты ответил. Если донаты кинете, пишите, чтобы я не пропустил. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, стоит ли брать Xiaomi Pad 5? Да, однозначно. Realme 8i нет, старый. Обзор на Zenfone 9 сделаю, но уже не рекомендую. Автоцентр 6 звезд. Всем добрый привет. Poco X3 NFC, что купить за 22-20 тысяч рублей. Ждите, либо 1 ноября я выгружу обзор на этот смарт, посмотрю на ценник. Realme GT Neo 3. Хороший смарт, если он будет стоить, опять же, также двадцатник, китайская версия. Там опять же будет русский язык. 1 ноября. Что купить для жены до 25 тысяч с хорошей камерой? Андрей Данилов. Xiaomi 12 Lite. Xiaomi 11s. Любой из Xiaomi, что в списке. Посмотрите лучший Samsung, подскажите лучший Samsung до 35 тысяч. Но это Samsung S21 FE какой-нибудь. Подскажи до 20 тысяч, главное, чтобы не тупил и максимально держал заряд у дома. Нет, точно не Текнопова. Никита, никогда. Нет, конечно, лучше вариантов миллиард. Ни Infinix, ни Pova. Только бренды первого эшелона. За 20 тысяч... у дома купить? Еще раз. Любой Realme. Realme GT 2 Pro китайской версии вам нужно будет перепрошивать на Global. Я не помню уже, по-моему, там не все бенды были. Пересмотрите обзор. TCL днище. TCL днище. Infinix днище. Tecno днище. И все, вот это все бренды третьего эшелона. Понятно, если вы купите, бренд вам скажет спасибо, вы будете помогать ему развиваться, он станет когда-нибудь как Xiaomi, как Realme, возможно, но это будет на ваших деньгах, ваших нервах и ваших тестах. Не забываем ставить лайк, наберем 2000 лайков, завтра точно железно будет стрим. Сейчас мы уже набрали с вами благополучно 1400. Я надеюсь, что вам не сложно поставить палец вверх. Мне будет приятно и вам. Какой пауэрбэнк можно взять для зарядки ноута, чтобы с быстрыми зарядками... Друг Илья, без сарказма, постарайтесь, пожалуйста, подумать, насколько у вас ватт, и напишите в телегу взаимопомощи, это непростой вопрос. Что скажешь про новый Honor X40 GT? Ничего, Honor и Huawei это смартфоны на старых процессорах, и они безнадежно отстают по мне от всего. Вы можете танцевать и рассказывать, что Honor и Huawei это круто, можете посмотреть на Авито, Авито завален Honor и Huawei. А дальше, и говорю, как кто-то пишет, я купил Huawei по 50 или по 50 Pro. Друзья, они в прошлом году были с устаревшим процессором, в этом году это просто хоть в глаза, все божья роса. Опять же, Honor ситуация получше, но топовой ее тоже не назвать.
Дальше, 15 ноября Gen 2, Xiaomi 13 выходит, уже есть смысл ждать. Вы можете каждый раз ждать нового процессора, нового смартфона, вас никто, но это будет перманентно, то есть он выйдет 13, он будет дорогой, вы будете ждать, когда он станет дешевле, он выйдет дешевле, и вы такие, вот сейчас я куплю, а выйдет уже 14, и вот без остановки так будет на новых процах. Что будет лучше, OnePlus 10 Pro или Xiaomi 12 Pro? Несмотря на ценник, Xiaomi 12 Pro. Привет, Realme GT 2 Pro или OnePlus 9 RT в плане камер? Что круче, Realme GT 2 Pro? Хотя, лучше все-таки. Планирую брать два смартфона себе и девушке. Бюджет рассматриваю 40к за оба. Первый, это не про меня, Иван, я вам ничего не подскажу. Неплохая камера. Иван, пишите в телегу скидок. Это два Xiaomi-шных девайсах, любых. С хорошей камерой это любой девайс Xiaomi до 20 тысяч рублей. И Realme GT Neo 3 себе. Либо то, что у меня будет 1 ноября. Не забываем ставить лайк. Привет, если заказ не приехал, стоит ли заказать еще раз у того же продавца? Виталик, почему нет? К сожалению, некоторые девайсы продаются только у кого-то. Я это дело однозначно не могу не советовать, потому что я сам покупаю, к сожалению, у тех, кто меня динамит, кто мне что-то не посылает, и у меня нет выхода. Донат улетел немного офф-топ. Нет, это не офф-топ, спасибо огромное. Я сейчас прочитаю ваш донат, потому что, еще раз повторяюсь, кинули донат, пишите. Никаких проблем, я сначала отвечу на него. Дальше Егор Белоголовцев. Огромное спасибо, добрый день. Зашел с удовольствием в болталку, но меня просто забанили. Не могу разболтаться. Я получил ответ, админам все, можно все. Вы можете написать, еще раз скажите, что я попросил вас разбанить, но... Опять же, очень советую, вы сидите в болталке, смотрите, как они общаются, люди. Если вас устраивает, вы остаетесь. Если нет, то вас банят. Здесь обычная политика. Вот вы, еще раз, в курилке, не знаю, либо в подъезде, либо во дворе, либо в клубе. Общаетесь с какой-то компанией. Брать кого-то готовы. Логично, что в этой компании старожилы, они немного наглее, либо больше знают. И у них свой стиль общения. Просто вам не подходит этот стиль общения. Надеюсь, он вам подойдет. Напишите еще раз мне, еще кому-нибудь, чтобы вас разбанили, вас разбанят. Но если это дело повторится, ничего не получится. С точки зрения того, что болталка вот такая. Обычная тусовка. Дальше. Фулл челов в болталке банят. Да, там почти 3000 забаненных Нека и детей нам, вот, которые выпускают фулл челов. Не жалко, жалко взрослых людей. И все очень просто. Если там все еще 13 с лишним тысяч человек, я вообще там планировал не больше 5. Потом, точнее, не больше 3, потом не больше 5, потом не больше 10. Сейчас там 13 тысяч. Пока общаемся нормально. Давид, будет ли у тебя обзор на Anker Liberty 4? Вы всегда сможете ждать новых. Еще раз ответ. Как только появится, закажу, наверное. Подскажи, лучшая камера до 25 тысяч рублей. Такого нет. Не ставьте меня в неловкое положение, там плюс-минус все одинаковое. Что лучше взять? У Xiaomi хорошие камеры всегда, основные, не основные. Что лучше взять, Realme GT 2 Pro или Xiaomi 12 Pro? Xiaomi 12 Pro, несмотря на цену. Саня, привет, скажи, Android до 6 дюймов, кроме S22. Это Asus 9, не советую. И Pixel 6, не помню, он больше был. Вылетело из головы. Ничего не скажу. Ну, Xiaomi-то в этом смысле монополисты. Саша, привет. Что скажешь про Xiaomi 11T Pro? Посмотрите обзор. Хороший смарт. Вопрос просто-напросто. Никаких свежих мнений. Вопрос в цене. Вы можете пересмотреть этот стрим. По поводу каждого смартфона у меня была именно консультация. Не с точки зрения того, о, супер, мне понравилось, бегите, покупайте, он такой красивый. А с точки зрения, если будет такой ценник на селе, я его советую. Сам я хожу с iPhone 13 Pro Max. iPhone 14 у меня забрали на таможне, и еще 9 смартфонов, повторяюсь, вылетел на 700к суммарно. Ну, со смартами на 400, окей. И 300, скорее всего, штраф еще будет. Бро, привет, скажи, пожалуйста, Xiaomi Mi 11 Ultra, когда ты его обозревал, делали какие-то прошивки? Не делал. Он у меня не на глобалке, он у меня был на китайской версии, в той же версии и продавал. Не забываем прожимать лайк, особенно тем, кому помог. Или кому не помог, наберем 2000 лайков. Завтра точно будет стрим по часам.
Почему в топе Black Shark выше Asus ROG? Потому что я считаю, что Black Shark 5 за 26 тысяч рублей был конфеткой, а все остальное это ваше субъективное мнение, как и мое субъективное, оно может вот так вот. У Asus цена высокая. Когда я делал топ, на 5 Pro был ценник лояльный. Xiaomi тебе денег закинул, ты их так хвалишь. Предатор, я вам даю слово, что люди, которые считают, что Realme топ, считают, что я амбассадор, точнее, Xiaomi-то считают, что я амбассадор Realme, Realme, что я считают, что я амбассадор OnePlus, OnePlus-овцы считают, что я амбассадор этих Realme. Ну, короче, вот такой круговорот. Вы можете меня не смотреть, если вам кажется, что я сильно что-то перехваливаю. На выезде вернут... нет, на выезде не вернут смарты. Сказали, либо продадут, либо утилизуют через полгода. Там вообще мракобесие. Саня, привет, подскажи хорошую альтернативу iPhone 14 Pro. Samsung S22 Ultra, Vivo X80 Pro. Стоит ли брать Xiaomi 12 Pro за 43 тысячи? Напоминаю, что сегодня у меня был топ-10 смартфонов всех времен. В начале дня я выгрузил, посмотрите обязательно. Виталик Зорн. Разумеется, поэтому я говорю, что iPhone 14 Pro, когда я тестировал, я его утопил, его понадобилось разбирать. И поэтому я выгрузил iPhone 13 Pro против iPhone 14 Pro, и люди, основная масса в комментариях по качеству видео выбрала iPhone 13 Pro. Круговорот амбассадоров в природе, да, Дмитрий. Саня, привет, можешь подсказать, есть смысл покупать Lenovo Legion YX70? Не знаю, мне кажется, у меня столько хейтеров, кстати, сидит. Да, есть смысл, если... Стоп! За 25 новый, да, Никита, не думая. Потом продадите на Авито дороже. Скажу, что Moto S30 Pro или еще что-то от Moto, это третий эшелон. Если вы хотите себя наказать, но вы фанат Motorola и вы любите наказывать себя прилюдно, притом долго и упорно убеждать всех, что вы правы, и вы всех убедите, кстати, и люди будут покупать это Moto и плеваться, то покупайте. Я не советовал. Какая фирма смартфона, бренд смартфона, смарт-часов в топе? Фитнес не нужен. Кирилл, часы обсуждаем завтра, если сегодня наберем 2000 лайков, и завтра будет топ-10 часов на канале. А послезавтра, возможно, топ-10 браслетов. То есть такой же стрим с советами по ценам. Может быть 30 часов я наберу, может 20. Александр, что по итогу лучше, если рассматривать камеру как основной критерий до 40 тысяч рублей? Samsung любой минимальный ценник ищите, либо ищите iPhone 13 за 40. Он будет еще лучше. Саня, Звонко конфисковали 10 смартов. У них можно провозить один смартфон раз в 2 года. Я потом разными способами провез себе смартфоны для обзоров, но вот такое вот Стривалово. Саня, ты говорил, что Ace Racing Edition лучший средняк. Притом все смартфоны были без коробок, без зарядок, юзанные, с моей личной информацией, но это не имеет значения. Закон есть закон. Первый раз, я уже 4-й раз сюда влетаю за год, за 2 года 4-й раз. И вот такая беда. Даже не думал, что может быть так. Саня, OnePlus 9 RT будет жить до 2025 года? Нет. Не знаю, у вас может быть, мне кажется, аккумулятор умрет раньше. А твое мнение про Snapdragon... 25-го будет. Твое мнение про Snapdragon Gen 2? Я не думаю, я делаю, я проверю и потом скажу. Азар, эхо уже нет. Удивительно, но факт уже давно. Не забываем прожать лайк, наберем 2000 лайков. Завтра встречаемся, общаемся про часы. Кто, если кинет донат, пишите, отвечу сначала на него. Подскажи, пожалуйста, смартфон за 500 евро. Камеры более-менее, игры не слишком мощные. В общем, нормальный телефон топ. Назар, всегда пишите, где вы планируете покупать. Если вы собираетесь покупать на Али, я вам скажу, 43 номер, Realme GT 2 Pro, китайцы на глобальной прошивке, 30 тысяч рублей, это дешевле. Если вы покупаете не там, а в какой-то другой стране, я должен понимать, где это. Amazon, либо у дома, либо... Егор Белоговецкий, китайский телефон за 60 до 60 тысяч на пару лет. Игры, фото, работа, реверсивная, беспроводная, быстрая зарядка, хорошая батарея. Сегодня видел топ Vivo X80 Pro, прям вообще, прям бах! Вы будете тащиться. Вы будете от него просто... Вот просто есть супер смартфоны. Внешка это Oppo Find X5 Pro. Это прям...
Многих трясет, и меня тоже. А все в купе это вот он. Так же, как кого трясет от IQO 10 Pro. Но он такой же, как IQO 9 Pro. В этом его огромный минус. Александр, подскажите, пожалуйста, телефон для родителей до 5, до 6 дюймов. Экран не скажу. Вообще не скажу. Не знаю маленьких смартфонов дешевых. Нету. Не знаю дешевых. А есть ли смысл менять Huawei P30 Pro на что-то? Ну, кроме Самса, опять же, но он дорогой. Да, наверное. Это вам себе отвечать, Соколов. Я на такие вопросы не отвечаю. Сходите в магазин в ритейл, они вам расскажут, что вам лучше купить. Потому что если вы не хотите покупать, они вас убедят. Если телефон вас устраивает, зачем покупать что-то другое? Слышал, у Redmi Note 12 вышел Racing Edition. Хорошо, рад за них. Дмитрий Гордиенко, всегда рад по поводу Oppo Find X5 Pro про тебя трясти, что тебя трясет, потому что да, у них еще и глобалка есть. Но так дорого прям. А смартфон Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. 300, что такое 300, это нормально или нет? У меня есть ссыль на него, вот по ней, кстати, там ценник вообще адекватный. Саня, Samsung S22, за сколько стоит брать? 48, на Яме, кидал сейчас. И в телегу скину, кстати, если не забуду. А Xiaomi рабочую лошадку до 20 тысяч рублей. Главный аккумулятор, производительность, работаю с Google документами. Realme GT Neo 3. Realme GT Neo 3, либо то, что 1 ноября я выгружу. Топ смартфонов с microSD не будет, Евгений, потому что в основном microSD добавляют в либо средний сегмент, либо в дешевых смартах. Саня, посоветуй, какой смарт купить до 35 тысяч 40, исключая Huawei P50 Pro, но это прошлогодний флагман с процессором, которому больше 2 лет. Саня, какой смартфон купить до 35-40? Главное, чтобы было 8 гигов оперативы, 128 встроенный. Тогда берите третий эшелон, любой. На IPS. У дома где, Димас Ростовский? Где вы покупаете? Какие вкладыши? Крипто. Вы можете посмотреть вчерашний стрим в записи. Я его оставил, 1000 лайков мы набили. Я там рассказывал все про наушники. Сегодня все про смартфоны. Завтра все про часы. Стоит ли покупать Pixel 6? Ни в коем случае. Good Speed OnePlus Ace 12256, китайская версия. Топ. Что китайская версия? Ценник. Я завис, вы пишите цену. Саня, подскажи свой ник в телеге, отправлю тебе скрин. Забанили в телеге ни за что. Просто ни за что. Просто скажи свой ник в телеге, отправлю. Да, мне потом... Так вы можете его увидеть вообще легко. Вы заходите на... Вообще лайфхак. Всем, кто хочет разблокироваться, зайдите вы с другого номера в телегу и все. И не пишите, что вы вот такой умный зашли. Есть люди, которые по 8 раз меняли телегу. Ничего критичного. Poco X4 GT почему не рекомендуешь? Дорого сейчас. Раньше было дешево, поэтому рекомендовал. Саня, привет. Уже, наверное, говорил про 3T. 1 числа. 1 числа. Вы поняли. Это секрет. 1 числа, Александр. С началом распродажи. Я выгружу на него обзор. Привет. Что лучше, OnePlus Nord 2 или Realme GT Neo 2? Не знаю, Neo 3 лучше. Не скажу. Те же тапки, только в профиль. Так близко. Xiaomi 11 Ultra стоит брать максимум за 35 тысяч рублей, потому что как только вам эта трахтелка вас достанет, а вас она достанет, я уверен, ну не факт, ладно, скорее всего, вы будете продавать ее, чтобы купить что-то новое. И вот за 35 вы спокойно сможете. За Ультиму не бери. 35-36 тысяч, если будет на сейле. Не забываем прожать лайк, 2000 лайков. И не забываем подписываться на телеграм-канал Взаимопомощи. Нас там уже, сейчас скажу, почти 75 тысяч человек, 74 926. Давайте добьем еще 70 с лишним человек. Александр, подскажите телефон до 30 тысяч для игр, чтобы была норм батареи и сильно не грелся. Стоп, я с дури закрыл победителей. Очуметь, мне их искать потом. Очуметь. Ладно, в старых найду. Не понял. Пропустил, извините. Xiaomi 12 Lite или Xiaomi 12 Note 11 Pro? Плюс-минус. Не знаю, вам решать. Стоит ли покупать Anker про уши? Не говорю. Еще раз, установка 1995. Сегодня обсуждаем телефоны.
Завис за 30к топ OnePlus Ace китайская версия. 30к дорого. Стоит ли Samsung сейчас никаких траблов не будет при покупке S22 с Али? Нету, так купите не с Али. Дело в том, что в твой аккаунт ничего не понял. Давайте вот эти все личные вопросы в администраторам пишите. Александру OnePlus 9 Pro 12256 за 3032 сейчас актуально? Нет. Однозначно старый, греющийся, быстро разряжающийся смартфон с минус 2 года поддержкой уже. На Amazon топ за 500 евро. Какая страна? Назар, вы просто... Это ненормальное ТЗ. iPhone за 11 за 40 топ нет. За iPhone 13 за 40 с копейками топ. Vivo X80 Pro, есть смысл брать 12 или достаточно 8? Вам решать, Глеб, по мне достаточно и 8. Подскажите телефон до 30 для игр, чтобы была норма батареи, сильно не грелся. Такого не бывает. Мурат, все будет греться. Но лучший момент сейчас это Realme, 43 номер Realme GT Master X, Realme GT 2 Pro. За 30 тысяч рублей китайца, прошитый на глобалку. Добрый вечер. Как-то на стриме услышал, что у вас телеграм-канал есть статья о том, как продлить время до работы от батареи. Да, это Апоссум написала. Так вы можете в поиске просто в телеграм-канале найти. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто пришел. Безумно рад вас видеть. Скорее всего, завтра я чувствую, что мы наберем 2000 лайков все равно до завтрашнего дня. И мы встретимся обсудить часы. Привет, что лучше, Vivo X80 либо OnePlus 10 Pro? Чтобы я взял, китайская версия Vivo X80. Чтобы я советовал кому-то, я бы советовал OnePlus 10 Pro Global или перепрошитый на Global. Сани 9RT. Глобалка сейчас продают. Не знаю, где именно. Где-то я выбил палец, прикиньте, пока на стриме сидел. Нужен небольшой телефон с хорошей камерой. Xiaomi 12X, Samsung S22. Здравствуй, OnePlus 9RT за 400 долларов в рублях. В рублях все. Нет, до 25 тысяч рублей 400 долларов это дороже. Все потом намекну. Раньше намекну, чем 1 ноября. Подписчикам Александр Смоликов. Все будет. Саня, стоит ли брать Xiaomi 12T Pro? Почему нет, Игорь? Почему, Игорь, не стоит брать? Почему? Мне кажется, стоит брать. Казаньки, спасибо за донат. И мне кажется, что здесь еще кто-то. Да. Казаний Зуравлик. Журавлик, огромное спасибо за донат. Так, что у нас еще? Про Poco F4 уже. OnePlus 19.9 Pro кипятильник. Юрий, вы спасибо за адекватное слово. В плане того, что он кипятильник. И, к сожалению, вы забанены, потому что, напоминаю, канал без мата, хамства и рекламы. Не забываем прожать лайк. Наберем 2000 лайков. Завтра встречаемся по поводу часов. Realme GT Neo 2 актуален за 20 тысяч Озон. Так. Я думаю... Не знаю, я не думаю. Долго они могут очень долго слать. Посоветуй лучший смарт до 20 тысяч на 11.11 с Али. Докиньте, купите сейчас 43 номер Realme GT 2 Pro. Потому что 25-30 это близко. Если найдете RT до 25 норм. Телефон до 20 тысяч Realme GT Neo 3, если найдете идеальный вариант. Если нет, то ждите 1 ноября. Дальше, что менее 6 дюймов посоветуете, помощнее с камерой. S22. Только S22 и только Xiaomi 12X. Есть норм смартфона до 6 дюймов, кроме iPhone. Еще раз повторяю, Asus 9 не советую. 12X Xiaomi и, разумеется, помимо этого 12X Xiaomi и iPhone. Все время iPhone в голове. И Samsung. Amazon Италия. Мне кажется, что ничего дельного за эти деньги. Хотя вы можете там приобрести... Знаете что? Вы можете там приобрести Nothing Phone. Мне кажется, он там адекватно стоит.
Вот вам совет. Какой сейчас есть хороший телефон с хорошими камерами за 30-35 тысяч? Realme GT 2 Pro, 43 номер, 30 тысяч. Я как попугай сегодня последний час. Neo 3 стоит дороже 30 тысяч на Али. Там аж томатошка. Первое. Вы открываете там максимальную комплектацию. Ищите минимальную. 6128. Он уже будет 23 600. И ждете, когда будет сейл. Я сегодня консультировал по ценам и еще раз говорю, что все самые вкусные ценники я буду скидывать в телегу скидок. Первая ссылка в описании. Вы можете посмотреть там Neo 3 сколько стоил. Я уверен, что на него будет скидка. А если на него не будет, то я обязательно укажу, что, по моему мнению, крутое за 20 тысяч. Илья Донов, огромное спасибо, что пришли. И вам привет. Не забываем прожать лайк. Саня, не хочешь сделать обзор на Samsung S20 FE 2022? Там важное поменяли. Захочу, когда смогу купить. То есть у меня сейчас ограниченное количество смартов. Доеду, приобрету, куплю, расскажу. Про наушники сегодня не говорю. Вчера был стрим, смотрите, в записи оставил. Саня, добрый вечер. Есть ли разница между глобалкой и самопрошивом Китая? Конечно, есть. В бендах. И, может быть, в агрегации частот. Я уже не помню, пересмотрите. Скажите, топ смартфонов не iOS в районе 100-150. А таких даже нет, Александр Иванов. 100-150 тысяч, таких просто нет. Sony это тупо оверпрайс, дороже 100 и все. В топ-10 вы увидите у меня все в районе 60 тысяч, 70. Зачем дороже? То есть Vivo X80 Pro, там, он такой же, как сегодня я выгрузил топ самых лучших смартов всех времен. Xiaomi Redmi Note 12 Pro не будет работать у нас без танцев с бубном. Но я думаю, будет работать, просто нужно будет химичить, чтобы гуглы установить, да? Саня, что купить, Poco X4 GT или 9 RT? Poco X4 GT. Саня, добрый вечер, подскажите, какой смарт взять в пределах 35 тысяч? Redmi K50 Pro Plus. 43 номер, Realme GT 2 Pro. Здесь в описании. Добрый вечер. Как думаете, стоит ли уже поменять Samsung S10 Plus? Не знаю, если нормально все, то да. Нет, стрим, возможно, и так будет. Просто если будет 2000 и люди будут приходить, то он будет железно. Саня, в декабре будут сейлы, а то премия в декабре только. Я думаю, будут. Почему нет? Просто они, опять же, может быть, даже будут бодрые. Я не знаю. То есть мы сегодня с вами в прямом смысле уже давно, больше полугода живем одним днем. Вот. И вот сейчас вот точно одним днем, последний месяц, притом все. Привет, сложный выбор у меня, что брать? OnePlus 9R или Realme GT Neo 3? Я не знаю. Наверное, OnePlus. Дюха ходил с Galaxy S21 Plus, радовал. Потом взял Pixel 5a, по фото вообще огонь. Особенно фото детей в движении. Сейчас iPhone 13. Такая шляпа. Матрица. А в чем ты снимаешь? Я очень советую, допустим, ну ладно, не буду. Если человек не нашел в iPhone 13 чего-то там, Vivo X80 Pro. И будет тебе радость. И забудешь обо всем. Что может сказать Xiaomi 12T Pro? Ничего, за 38 тысяч был цвет, блеск, красота. Даже можно перепродать, если что. Будут ли обзор на самсунговские раскладушки? Может быть. Xiaomi 12s Ultra, 12 Pro или другой брать посоветуй. 43 номер Realme GT Must, Realme GT 2 Pro. Ты весь стрим путаешь X4 GT и Poco F4 GT. Хорошо. Наверное. Что ты несешь? 9 RT лучше, чем Poco X4 GT. Значит, я перепутал с Poco F4 GT, но за хамство, Решат, доброго дня. Вы теперь не мой подписчик. Дальше Федор Годов. Еще раз повторяюсь, вы пришли сюда в гости ко мне. Я этому безумно рад. Но у нас есть с вами договоренность. Я вас не обижаю, вы меня не обижаете, не пытаетесь оскорблять, правильно? Добрый вечер. Realme GT Neo 2 T. Полгода, пушка. Отлично, спасибо за мнение. 3540, самое главное, чтобы 8 гигов оперативы в 256, постоянной памяти, максимально широкую камеру, минимальный шим. Ничего ж себе, Димас. Пишите это уже в телегу взаимопомощи, я не буду. Еще про шим. Шима нет минимального у дорогих смартов.
Нет, 43 это Global ROM, глобальная прошивка. То есть они ну, либо они, если вам китайцы пришлют, вы просто спор откроете и будете их мучить. Там Global ROM. Это китаец, перепрошитый на глобалку. OnePlus Ace Racing Edition или Realme GT Neo 3T. Узнаете 1 числа. Xperia 5.4 это вообще оверпрайс лютый. Лев Алексеевич, огромное спасибо за поддержку. Ладно, я думаю, что пора заканчивать нам общение. Сейчас донаты проверю, если все тихо. Да, нет, не тихо. Василий Мас, Саня, привет. Есть ли смысл OnePlus 9 Pro переходить на 10 Pro? Цена больно вкусная, 35. Нет, нету. Мое мнение, нет. Хотя он менее... Ну, не, за 35 есть. То есть реально хотя бы не будет этого мучения с перегревом и быстрым разрядом. 9 RT за 12256 за 23 это просто цвет. Скиньте мне ссылку в личку, Макс, где вы нашли OnePlus 9 RT за 23. Саня, посоветуй Xiaomi 12 Pro или другую модель для игр. Если игры надо сэкономить, то купи Realme GT Master X, Realme GT 2 Pro 43 номер за 30-ку, перепрошитый с глобалки. А если для игр, то покупай Poco, либо вот что-нибудь такое. Почему не Asus? Почему не, допустим, ROG Phone? Всем огромное спасибо, давайте прощаться. Это было безумно круто. Всем, кто оставит комментарии, кто будет смотреть записи, огромное спасибо. Победители еще раз с победой. 1 числа, 1 ноября, надеюсь, с вами встретимся. Душевно пообщаемся по поводу сейла. Кто что купил. Будем друг другу советовать. И подписывайтесь на телегу, подписывайтесь на болталку. В описании 2 ссылки первые. Смотрите обзоры. С радостью с вами буду спорить, дискутировать. Мне ваше мнение очень важно. Если оно без мата, хамства и рекламы, я его не удаляю, комменты читаю. Zenfone 9, по отзывам моего Валентина, с администратора, к нему он пришел с браком, поэтому у меня к нему другое отношение. Плюс я смотрел отзывы на него, они нехорошие. Всем добра! Вася Петров, счастливо, Иван Марков, счастливо, Алексей Репников, Дед, Анти, Иван, Вульф, Александр К, Дмитрий Гордиенко, огромное спасибо, что пришел. Апоссума не вижу, но точно давай огромное спасибо, что ты была. Руслан, счастливо, Лена, счастливо, Глеб Сергеев, Гвадец, Марс, Кедос, великолепный стрим. Еще раз напоминаю, что... Вы слышали мое мнение, ваше может быть отлично. Мое мнение – это мнение человека, который покупает, тестирует, продает, у меня остается что-то. Вот, наверное, так. Ну и плюс опыт, опытом его опытом, да? Высоцкий – это вещь. Гений, да? Так, дальше. Антон Шванов, да, великолепно получилось. Всем спасибо, что пришли. Завершаем трансляцию.